Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете новый шум, и он всегда какой-то тревожный, такой волнительный. И честно, да, вот у меня каждый раз, выходя в шум, каждый новый шум, он вызывает какие-то очень острые ощущения. Сегодня ощущение Третьей мировой войны. Причем такой, настоящий, серьезный, которая вот разворачивается на наших глазах и выглядит, ну, кто-то называет Четвертая мировая, кто-то еще как, но вот выглядит устрашающе и угрожающе. Угрожающе для всего мира. И об этом сегодня тоже будем говорить. С этого, наверное, начнем. С заявлений Трампа, с его совещания в ситуационной комнате, которое вот идет уже буквально 6 минут, но пока мы имеем немножко другие заявления от оппозиции, там, наследного принца Ирана. Обо всем по порядку, все как всегда, но вот эта тревога и по-настоящему серьезное дело, вот эта война против Ирана, которая может быть развязана вместе с Соединенными Штатами Америки, вот эта Европа подгавкивающая, да, в виде Мерца, второсортного канцлера, который говорит, что вот Израиль делает за нас грязную работу. Вот это вот все на самом деле, да, вот наталкивает на очень и очень тревожные мысли. Во-первых, потому что Иран сдаваться не собирается. Мы это видим не только там по роликам с искусственным интеллектом или каким-то еще заявлениям, мы это видим по делам. По делам видим мы это. И вы знаете, я вам так скажу, это вот прям настоящая угроза большой войны. Тем более, что есть уже сообщения о том, что, собственно-то, ядерная бомба у Ирана вот практически готова, да, и такое странное сообщение о том, что Тель-Авив и Хайфа, прячьтесь, то есть не просто прячьтесь, а уезжайте. То есть мы можем иметь историческую фигу в лице Хиросимы и Нагасаки. Вполне себе. Если Иран полностью обезоружат, если Аятоллу убьют, об этом обо всем все, как бы весь день это все бурлило. Накладывается на этот ужас, конечно же, и ситуация с обстрелом Киева, тоже беспрецедентно большим и, ну, наверное, очень и очень важным обстрелом. Этот обстрел должен поменять вообще отношение украинцев ко всему происходящему. Дальше будем дискутировать, шуметь, и я попытаюсь объяснить, почему. Мне так кажется, да, а вы, конечно, разделяете или не разделяете мою точку зрения. В общем, всех приглашаю пошуметь, но вот в этой всей тревоге и ожидании ужаса мирового, там, Армагеддона какого-то, у нас есть наше главное с вами лекарство, наша главная пилюля, которая объединяет, которая помогает. Это наша игра в города. Да-да, правила элементарные, простые, все как всегда. Если есть возможность поддержать и написать что-то на экране, QR-код, который вы видите перед вами, к вашим услугам, если работает сервис. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете суперстикерами, суперчатами. Всем большое спасибо за то, что вы соучастливы. И вот правда, спасибо, что играете в города. Правила простые игры, да, то есть все замечательно, все как всегда. Вы пишете, кто вы, откуда. Я, если называю, ставите лайк. Если не называю, тоже ставите лайк нашему сегодняшнему эфиру. Потому что только объединившись, только создав вот эту синергию, да, у нас есть возможность преодолеть даже такие лихолетия. Ситуация, я еще раз подчеркну, очень серьезная. Ну, в общем, игра в города — это святое, как говорится. И я очень рад, что вы в нее играете. С нами Домодедово, я вижу, с нами Швеция, значит, Москва, Япония, Кобе, Актобе, Казахстан, Хайфа, София Жмеренко и куча восклицательных знаков. Сергей, спасибо большое. Привет из Техерана. Привет и вам в Техеран. Семилуки, Хайфа с нами, Харьков смотрит, Люберцы, Канада, Красноярск, привет из Пскова, Псков, привет, Антрацит, Польша, с вами, Япония, много в Японии смотрят, Бердичев, Америка, Кронштадт, Донбасс, Селидово, Майами, Ереван, Тольятти, Самарканд, Семилуки, Кировск, ЛНР, как там, Голубовка, да, переименована, по-моему, населенный пункт, Воронеж, Чесапик.
Что за часапик, не знаю, напишите хоть откуда. Стерлитамак, Ногинск, Подмосковье, Сан-Марино, Стамбул шумит. Ох как! Давайте сегодня, правда, ох как пошумим. Всем, как говорится, врагам назло и всем вот этим ужасом тоже. Запорожье, Горловка, Павлоград, Набережные Челны, Оренбург, Юпитер, Харьков на связи. Харьков, Юпитер, значит, Миннеаполис, Лонберг, Германия. Спасибо большое Ямайке, тоже издалека, но с нами. Петровск, Кривой Рог. Настроение увеличивается. Как-то вот это объединяет все, правда? Вот это умопомрачительная география. И спасибо вам за это, что пишете. Значит, сегодня вот такой опрос. Да? Он абсолютно умозрительный. Кто капитулирует? Да? Трамп сегодня призвал к безоговорочной капитуляции Иран. И вот кто капитулирует? Иран, Израиль, Украина. Трамп и скажет, что это потрясающе, или там очень мало знаков дается в варианте ответа, фантастически все прошло. Значит, голосуйте, друзья, в конце подведем итоги. Это опрос нашего сегодняшнего эфира. Ноттингем из Англии, Тула, Скадовск с нами, Белореченск, Краснодарский край, Казахстан, Алмата, Ноттингем, Нарва, Александр, город счастья. Одесса смотрит, Москва, Анталия, Турция, Ноттингем, был, да, ну 2 лайка поставьте, ну лучше 3, чтобы засчитался. Ачикулак, Ставропольский край, Рим с нами на связи. Спасибо всем большое за то, что пишете, за то, что и Трусковец, и Елец, и Польша, город Освенцим, и Счастье, и Подмосковье, и Салоники, и Великий Новгород, и Брянск с нами. Спасибо большое, что играете в города. Я всем без устали напоминаю, что если будете смотреть записи, разные часовые пояса, ну, кто как смотрит, кто просто слушает, все равно напишите, откуда вы. Это действительно объединяет, это очень круто. Значит, Дональд Трамп сегодня ошарашил мир, ошарашил фондовые рынки, ошарашил всех. Значит, полетел к чертям биткоин и вся крипта. Ну, в начале, да, с утра по нашему как бы часовому поясу он как бы отмел Такера Карлсона, говорит: Такер Карлсон, проваливай, ты кто такой, давай, до свидания. У Ирана не должно быть ядерного оружия. Почему я вспоминаю Такера Карлсона в этот моменте? Потому что он был как раз-таки вторым, кто отпадает как грязь от лаптя. Первым был Илон Маск, но они там потом поссорились, потом немножко помирились. Ну, в общем, что Маск, да, будет делать дальше? Ну, в принципе, понятно, работать, он бизнесмен, но вот именно в команде, он уже вроде как не в команде и не в такой части, как был. То есть свою функцию он выполнил, чего-то сэкономил и так далее. Такер тоже свою функцию выполнил и так далее. То есть мы понимаем, что у Такера есть действительно серьезные аргументы. Это ослабит Америку. Война против Ирана – это ослабление Америки. Плюс Такер Карлсон, как человек медийный, он прекрасно понимает. Сегодня, кстати, после заявлений Дональда Трампа по поводу Ирана, сегодня полетели прям неистово вот эти воспоминания, когда Трамп говорит, что Байден никогда, он пойдет воевать с Ираном никогда, потому что, в общем, не договорится, потому что не умеет договариваться. Потом говорит, Обама будет воевать с Ираном, они не смогут договориться. В общем, все такие плохие, а Трамп сможет договориться. Точно так же все вспоминали его предвыборное обещание, вот уже этого президентства, когда он четко говорил, что я не начинаю войны, я их заканчиваю, никаких войн при мне, ничего не начнется, а мы видим, что начинается. Ну или, по крайней мере, нам дают такой образ, такую картинку. И я не просто так упомянул рынок акций, крипты и всех вот этих, скажем так, финансовых дел. Действительно, мир насторожился. В эти минуты проходит совещание в ситуационной комнате под овальным кабинетом Белого дома, там они собираются, он всем приказал быть, немедленно собраться, я приеду, будем что-то решать. Пока они собираются и что-то решают, мы, наверное, в прямом эфире, да, точно об этом что-то узнаем, мне так кажется, потому что, как это, вода в одном месте не удержится, и, собственно, вот это все нагромождение фактов, когда ты их начинаешь разбирать именно по поведению США и Америки, все-таки вот где-то на уровне чуйки журналистской, а тут именно я Такера привожу в пример как человека чующего, медиа чующего, смахивает на какое-то шоу.
какое-то глобальное шоу, постановку вот этого Армагеддона для Ирана и, в общем, вот этого всего. То есть Трамп выходит, говорит: аятолла, мы знаем, где ты. Слушайте, ничего себе, прям знает, где аятолла находится, где Хаминеи находится. И говорит: ты там в безопасности. Ну, логично, что аятоллу спрятали, он в безопасности. То есть даже своими супербомбами, в общем, вы его не будете доставать и не достанете. Тем более, что Трамп говорит, что мы, так сказать, не собираемся тебя пока убивать. Ну, Нетаньяху собирается, а Трамп не собирается. Игра в хорошего, там, плохого и злого полицейского, да, там, плохого и злого, оговорка по Фрейду, там, доброго и злого полицейского. То есть, вы понимаете, идет накачка серьезнейшая. На падении акций кто-то заработает 100%, на крипте тоже. Дело не в этом, это как вот дополнительный пункт. Но расчет на вот этот мир через силу. Удары наносятся, вот и прямо сейчас, и в эти минуты есть тревога. Я уже говорил о предупреждении со стороны Ирана Хайфе и Тель-Авиву. Предупреждение уехать. И это прямой намек на то, что, в принципе, может быть задействована не просто массированная атака, а нечто другое. Какое? Wall Street Journal опубликовала буквально вот сейчас информацию о том, что у Ирана есть ядерное оружие, не хватает детонатора. Последний этап, ну, условно, то, что так немножко чмыхнет, а это все потом взведется и будет ядерный удар. То есть бомба готова, детонатор нужен. Ну, это как вот это вот ЧК вырываешь, там детонатор, или как вот снаряд закручивают вот эту, да. Мы видели в конвенциональном оружии, там солдаты показывали, особенно когда не вкручивается у украинского солдата детонатор в артиллерийский снаряд, много мата вокруг Укроборонпрома. Ну, про Украину поговорим отдельно. То есть не хватает последнего элемента. И это принципиально важно. На фоне этой накачки очень красиво выглядит политически, собственно, Иран оппозиционный. Во-первых, каналы есть, во-первых, есть вот эта вот изгнанная, да, оппозиция. И только что закончил свое выступление, вот буквально, да, 21 час начал, уже закончил, наследный принц Реза Пехлеви. Значит, 1967 года он является наследным принцем и должен был занять престол после своего отца Мохаммеда Резы Пехлеви. Ну, в общем, не занял, потому что революция аятолл произошла. Значит, что он говорит? Значит, Исламская республика подошла к своему концу и находится в состоянии падения. Начавшийся процесс необратим, будущее светлое, и мы вместе пройдем крутой поворот истории. Сейчас время встать, время вернуть Иран. Надеюсь, вскоре. В общем, быть рядом с вами. И что интересно, он призывает, да, народ Ирана к восстанию против режима аятолл. Значит, что интересно в этом всем? Что интересно, это то, что вот этот режим аятолл, как неудобный режим, не устраивает, конечно, и Нетаньяху, и задача сменить власть. Об этом, в принципе, на второй день после начала обмена ударами, как бы так и заявили. Вот прямо в открытую, без экивоков. Мы хотим поменять власть в Иране. Ну, отлично, давайте менять власть. Так тут возникает главный вопрос. Так все-таки ядерное оружие или смена власти? В чем причина? Потому что ядерное оружие вроде как уже может и быть. Хотя на официальном уровне там, сотрудничество с МАГАТЭ и заявляется, что его нет. Но тем не менее, если его нет, его можно придумать и напасть на Иран. Израиль напал на Иран как союзник Соединенных Штатов. Понятное дело, он рассчитывает на помощь. Значит, что Трамп делает? Перебрасываются ударные группы авиации в сторону Ближнего Востока. Одновременно с этим эвакуируется уже вторая база из Сирии. Вообще, что касается баз вокруг Ирана, то они хорошо разведаны. Там и Арабские Эмираты, и Сирия, и Кувейт. В общем, весь этот пояс вокруг Ирана американских баз поредел. Поредел и отодвинулся подальше. Потому что, куда-куда, если до Израиля долетает, то там долетит, и никто ничего не успеет сделать. И опять-таки, до этого, буквально пару дней назад, Трамп говорил, если будет атакован американский какой-то объект или американцы, тогда мы вступим. Сейчас это выглядит по-другому. Сейчас Трамп берет в руки вот эту войну и как бы грозится ее начать.
все-таки есть вероятность, что это элемент шоу, большой шоу-программы. Ну, вот такая, знаете, такой элемент маркетинга, что ли. Ему нужно продать, продавить, продать, склонить к каким-то обязательствам Иран. В Иране сложная система. Понятно, есть аятолла, это ну, вот как бы верховный орган власти, но есть и президент, и парламент. Да? Есть там обычная армия, есть КСИР. Принципиально важно, что Иран как бы уже подготовился. И по сообщениям оттуда 10 человек составляет очередь на каждого руководителя, там, каждого подразделения, там, КСИРа и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что так просто, да, вот, чтобы сдаться, это не готовится. И они подготовили замену каждому, там они все по лесенке будут, как грибочки, вырастать снова, 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 и война будет продолжаться. Вопрос, что сможет сделать Соединенные Штаты Америки? Вероятность сухопутного вторжения никакая, абсолютно, от слова совсем. Вот эти россказни, когда говорят, вот какие-то там, не знаю, котики морские или десант какой-то высадится, проникнет на базу, уничтожит. Не верьте никому, это все невозможно, непопулярно и так далее. Но и то, что сейчас предлагает Трамп нанести воздушные удары по Ирану, это тоже неприемлемо. Два момента. Первый. Запугать, поднять восстание. Причем очень классно расходились фейки в Иране, да, вот от этой оппозиционной прессы, которая вот демонстрировала сейчас этого наследного принца, в том, что, смотрите, восстание в тюрьме, да, там, персонал повержен, восстание в тюрьме, потом немножко разобрались, оказалось, это психбольница, там не так много и восставших, идет просто обстрел, собственно, города, и поэтому они там вырвались и бежали, и, в общем-то, это психбольные, это не тюремщики. То есть очень много фейков, очень много вбросов, очень много военной пропаганды, плюс закрытая цензура, да, то есть непосредственно в Израиле. Тегеран прямо сейчас, вот буквально за минуты до нашего с вами включения, выглядел вот таким вот образом. Там прогремели мощнейшие взрывы. Сейчас идет крупный пожар. Ну, то есть поют муэдзины, да, там. И вот такие удары. Они сопровождались, эти удары, конечно же, и убийствами, и точечными ударами, и ударами по объектам военным. Это все было на протяжении дня. И, собственно, эти удары как бы должны, с одной стороны, спесь погасить иранскую, с другой стороны, поднять восстание изнутри, бунт против аятолл. Примечательно, что этот вариант развития событий, да, вот он сейчас как бы у всех на слуху. Надо разбить и деморализовать Иран. Никто не говорит о каком-то единении Ирана вокруг того же аятоллы, которого нужно любой ценой спасти, и он там сейчас в бункере. Все говорят только о протестах. Это модно сейчас. Где-то вот такая очень похожая история, да, что не нравится режим, нужно его снести. Нужно снести, поставить более-менее светских, и они там уже быстро договорятся, ни на что не будут претендовать. Мирный атом им будет не нужен, Трампу нужно пихать свое там Вестинхаузен, то есть свою ядерную программу, то есть поставлять им туда ядерное топливо, может там с Россией договориться, может еще как-то. Короче, Иран ничего не может делать, не должен обогащать никакой уран. Уран Ирана — это вот тот крючок, та наживка, да, от Нетаньяху, которую Трамп заглатывает медийно и вот, собственно, сейчас делает вот эти шаги. Примечательно, что, говоря о том, что Иран должен немедленно капитулировать, есть уже определенные ответы. Близко к тексту, потому что там, понятное дело, это вязь арабская. В общем, последовали определенные ответы и в медиасфере от там высокопоставленных чиновников Ирана. Они последовали примерно сразу, то есть очень быстро, что мы, значит, персы, нам 3000 лет, мы вас раздавим ногой, господин Трамп, мы не Сирия, мы не какая там другая страна, которой можно вот так вот помыкать и, угрожать. Примечательно, что хуситы тоже, отреагировали. Вот такая карикатура начала гулять интернетом, что вот Трамп якобы же уже победил Йемен. В
вполне себе вероятно, что некая такая победа может быть и над Ираном. То есть налетит эти бомбардировщики, поразбивают эти все бункеры. Все, не все, никто не скажет. Понятное дело, что, опять-таки, да, это дорогое производство, центрифуги, там, инженеров побили, поубивали и так далее. Но гарантировать никто не может, что после ракетно-бомбовых ударов американско-израильских у Ирана ничего не останется. Или там не будет этих разработок. Без вот этой смены власти. Никто не может это гарантировать. Поэтому это все выглядит как какой-то идиотизм, если честно. Потому что вот российско-украинская война. Обмены ударами, ну, сначала Россия была больше била по территории Украины, сколько ракет выпустили. Но как-то, да, вот ни режим не поменялся, ни цели, и война не остановилась. И вот нет почвы никакой под утверждением, что сейчас как бы нанесется удар по Ирану, и вот все, собственно, закончится. Поэтому йеменцы четенько обрисовали картину, да, вот как и здесь. То есть победить можно только языком. Чего-то побомбить и победить языком. Иран большая страна. Там 80, кто говорит, 100 миллионов, то 80 миллионов человек. То есть это самая такая большая страна на Ближнем Востоке, учитывая там их условия жизни, учитывая все остальные факторы. Скажем так, хуситы где-то здесь, ну вот, как-то мают рацию, имеют они представление, о чем говорят. Тем более, что недавнее заявление от хуситов было примерно такого же толка, что если Иран будет противостоять Израилю, он разобьет сионистский режим Нетаньяху. Разобьет в пух и прах. Уничтожит Израиль, уничтожит города, разобьет все ракетами, и Израиля не будет. Но если там включится Соединенные Штаты Америки, включатся, ну тогда все. То есть мы тоже включимся. Хизбалла, которая радовалась, хуситы, там Хамас тоже делал заявление по этому поводу, остатки его, да, в Газе, на которые камня на камне нет. То есть большую Газу Иран не превратить, как бы это ни хотелось. Тем более, что в ответ на этот, ну, скажем, этот угрожающий тон Трампа, Иран запустил 10-ю порцию ракет. Все показали. Вылетают ракеты, летят, скажем так, в небе, их достаточно много, они вылетают, как мы видим, не из каких-то носителей, а из шахт, то есть 10-й, скажем так, ну, 10-й этот запуск, залп, это уже реальность. Причем самое интересное, что очень и очень, ну, во-первых, там кто-то говорит, кто-то любит там, персов, сравнивает с израильтянами, да, там, ну, там, с евреями. Персы, евреи. Сравнение, конечно, ну, так себе, мы к нему немножко позже вернемся. В эти, вот буквально там за считанные там, десятки минут до нашего эфира, вот так выглядела карта воздушных тревог в Израиле. То есть южная часть, как вы понимаете, она под угрозой сейчас. И, конечно, появился президент Ирана. Там есть премьер-министр, президент. Так вот, президент сразу опубликовал фотографию, что вот смотрите, я в подвале, то есть я в безопасности. Интересно, что в этой связи вот аргумент Трампа, что аятолла, мы знаем, где мы, ну так все знают, кто где. То есть где Нетаньяху, где... То есть вопрос не в том, знаешь ты или не знаешь. Вопрос, сможешь ли ты пробить этот бункер, достать и уничтожить того или иного лидера или тот или иной объект, который тебя интересует. Примечательно и, ну, я бы сказал, ну, наверное, не только примечательно, но и показательно выглядит в этой связи очень, ну, такое, как по мне, давайте так, тревожное сообщение. Его перепостил Bloomberg Economist, то есть это, скажем так, характер демонстрирует вот этого подвальной жизни. Значит, израильтяне, как утверждается, не пускают тайских и других иностранных рабочих в бомбоубежище, объясняя это тем, что убежища предназначены только для граждан еврейской национальности. Я видел, что в игре в города у нас
ну, скажем, много там Тель-Авив, Хайфа. Напишите, там, так это или не так, просто очень интересно. Но этот как бы факт, да, запечатлели и вот его понесли. Причем не какие-то, скажем так, последние там, средства массовой информации, а вот там, такие каналы, как Economist, такие каналы, как, ну вот, скажем так, Bloomberg, да, вот это все в таком категорическом виде сейчас декларируется. То, что Иран сдастся, вероятности, ну, очень малый процент. То, что Иран там развалится изнутри, поднимется, будут протесты, то, что сейчас вспоминают вот этих там женщину, которую там полицейские избили, то, что там, вот смотрите, Иран против ну, власти аятолл, тоже большой вопрос. Ведь фактор внешней угрозы, тем более вот такое поведение Дональда Трампа, она, ну, эта угроза, она, давайте будем откровенны, она по-настоящему, ну вот если честно, она по-настоящему может сыграть как раз-таки и наоборот. Самое интересное, что также сегодня были сообщения, что по всему Ирану перестали работать банкоматы, наличные деньги очень тяжело снять, там хакеры положили, так сказать, положили, ну, вот сети, да, банковские. Было сообщение буквально там полчаса назад или около часа, что лег интернет в Иране. В общем, тоже как считывается как определенная угроза. В общем, ситуация накаляется вокруг этого. Но здесь, во всяком случае, подобное сообщение проверять сложно, но вот много паники должно вызвать. Задача вызвать в Иране панику, чтобы те начали сносить. Но с другой стороны, ведь буквально же, да, 2 дня назад, с чего взять вот этот переворот и бунт, если 2 дня назад были там митинг-концерты, все радовались, что Иран ударил по Израилю. То есть там никто не считает пик ненависти не к аятолле, а к Израилю. Поэтому это все так просто не кончится. Плюс даже сами израильтяне подчеркивают, что это надолго. И, уважаемые израильтяне, примите меры, будет очень тяжело. Будет очень тяжело и непросто, и вполне вероятно, что там, ядерные удары, они все-таки нас ожидают в этой эскалации, если США подключится и начнет наносить какие-то очень серьезные удары. То, что Трамп заявляет про, ну, вот эти, скажем, моменты, что вот сейчас голый и босый Иран, у него нет никакого ПВО, все побито, у них там были очень серьезные штуки, но старые добрые США знают, как с ними обходиться, кроме как игрой мускулами не назовешь. Вообще это все глобальное шоу Америки. Правда, внутри Америки на него тоже реагируют и вот сообщают, что Томас Месси, конгрессмен от республиканцев, кстати, это важно, представил резолюцию в Конгресс, да, чтобы запретить участие США в израильской войне. Говорит, не наша война, даже если это была наша война, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с Конституцией, а не Дональд Фредович Трамп. То есть Трамп рискует не только своей репутацией, ну, как вы видите, да, то есть я миротворец, и не начинаю войн, там, мы сделаем как бы Америку снова великой, мы сделаем Америку снова слабее. Вот что, ну, вот, проистекает из войны. Потому что эти удары, это не разовая акция, это не отбомбиться по там, 3 дня по хуситам и сказать, мы вас победили. А они потом карикатуры рисуют и, собственно, продолжают свою деятельность. Тем более закрытый Персидский залив, да, пробки там от Ирана, ну, это вполне себе такая нормальная перспектива. Как и другие пути. Многие сегодня, кстати, многие, конечно, опаздывают, но сегодня, вот, в принципе, как-то общая картина начинает складываться. Опоздали, кстати, украинцы, всех украинцев в Иране и Израиле призвали выехать из страны. Понятно, что люди спрашивают, а куда ехать? В Украину, что ли, ехать? Ну, те, которые в Израиле, в Иране находятся. В Украину, там, в другую войну ехать? Ну,
наш МЗС, МИД, да, он об этом говорит, в принципе, куда-то уезжайте, потому что опасно. Но в Украину, понятное дело, никто не поедет с одной войны в другую, в общем, и так далее. То есть они опоздали явно, на 5-й день только, так сказать, издали вот такое обращение. Но многие начинали вот как-то вот по-другому немножко смотреть на территорию. И это все видно с высоты птичьего полета. Вот это, например, карта полетов авиакомпаний вокруг вот этого региона Ближний Восток. Значит, все облетают, видите, как южнее там Израиля, да, и вот туда, в ту сторону, и вот севернее там, в общем, через Турцию, севернее Ирана, Средняя Азия и так далее. Для наглядности и чтобы было, ну, как бы более понятно, вот так выглядит очень узкое горлышко в районе там Грузии, Турции, да, вот здесь. Узкое горлышко, где можно вообще пролететь. По большому счету, мы можем стать свидетелями не только закупорки проливов и заливов, да, то есть по морю закупорки, мы имеем закупорку, ну, скажем, воздушного пространства. То есть войной, вот этими войнами, Европа отрезается от Азии в авиасообщении. Остается только вот очень-очень узкое горлышко, где они прям в очереди, эти самолеты, друг за дружкой, нос к носу, там, нос к хвосту пытаются пролететь. Для того, чтобы было понятно всем, это колоссальные убытки. Это необыкновенная история. То есть даже когда, ну вот если откровенно, даже когда в Украине, скажем так, закрытое небо над Украиной, это тоже колоссальные убытки, но не такие, потому что там сразу перехватывает инициативу Минск, ну это было до широкомасштабного вторжения, скажем, и в общем все летают как раньше, но это еще как бы удобоваримо, да, над морем можно было летать, над Черным. После 22 года, понятное дело, никто уже не летает, там юг России тоже, и у нас остается фактически чуть-чуть Турции, может быть Грузии. То есть один коридор. Это очень накладно для формирования рейсов, для, скажем так, сообщения. И проект, ну, если так глобально посмотреть, вот этой антиглобализации, передела мира, вот он прям налицо через карты авиаперелетов. Что думаете об этом? Потому что это очень серьезный фактор. Кто его недооценивает, ну, он глуп. Правда глуп. Типа, ну вот там пострелять, потом опять откроют. Над Ираном это надолго. Если США вступают в воздушную кампанию против Ирана, это надолго. В сухопутную не вступят. В воздушную, если вступают, то это будет длинная история. Точно такая же длинная, как и над югом России, да, Украиной в моменте, да, вот в этом, с 22 года, здравствуйте, то есть, да, ну, сначала там летали самолеты, но, ну, Ростов закрыли, например, да, сразу. Какие-то другие, там есть проблемы над югом России, там по Краснодару, ну, имеется в виду по Сочи и так далее. Ну, перелеты есть, но вот проблематично достаточно. Горлышко все равно узкое. Проблемы колоссальные. И это невыгодно никому. Что важно сказать в этой связи? Если все-таки это шоу, то, ну, давайте будем, скажем, давайте тогда проанализируем это с позиции каких-то вот сообщений, которые идут прямо сейчас, в эти минуты. Значит, Макрон выступает и говорит, что Макрон, которого пнул по носу Трамп на саммите G7, мол, я не про Иран и Израиль, я там нечто важное еду решать в Вашингтон, и не тебе вообще пиариться на моем имени, вообще пошел вон, говорит Трамп Макрону. Получается, у нас даже уже шутят, что это не G7, а получился G6 в отношении вот этой организации. Значит, какие заявления сделал? Он, значит, выступает против смены власти в Иране, потому что непонятно, кто будет после. Говорит, что Трамп изменил свое мнение после совместного заявления о Иране на саммите G7. Изменение мнения США – это как бы не его ответственность. Сейчас самой главной ошибкой была бы пытаться изменить режим в Иране военным путем, и следует возобновлять переговоры с Ираном. Горлышко узкое.
Поэтому Макрон и ерзает. Но это узкое горлышко для Дональда Фредовича ситуативная выгода. Вопрос в сроках. Недели, месяцы, ну или как вот в войне России и Украины там какие-то годы. Мы становимся свидетелем того, что это становится война конкретно Трампа. Также сейчас сообщается о том, что все корабли военно-морских сил США и союзников вышли в море с военно-морских баз в Бахрейне на побережье Персидского залива, ждут удара, поэтому выходят в море и, ну, давайте честно, да, что-то накаляется. Если Аятолла прогнется, то что он получит взамен? Как раз-таки вот это недовольство в середине. Он подпишет для себя кабальное условия приема урана или там ядерного топлива для каких-то станций от других стран. То есть не будет шансов, да, как бы выходить из нищеты. Плюс это, конечно, серьезный удар по вообще Ирану и по режиму и по самой стране. Трамп получит победу ситуативную, как вот над хуситами. Вопрос в том, начнет ли бомбардировки или нет Трамп. Ну, узнаем, наверное, скоро. Есть сообщение, вот сейчас приходит, что все официально в ситуативной комнате, все началось. Насколько он будет, опять-таки, сидеть в этой ситуативной комнате, и как вот с хуситами, помните, он смотрел, как бьют хуситов, будет сидеть смотреть в ситуативной комнате, как сейчас начнется бомбардировка по Ирану, ну, говорится, будем смотреть прямо в прямом эфире и будем, скажем так, на это реагировать. Тем временем Цахал заявляет, что с начала боевых действий против Ирана уничтожил 70 зенитно-ракетных систем армии, за сегодня 12 систем, как бы публикуют там кадры, как они их уничтожали. Но, в общем, ситуация в очень подвешенном состоянии. Все сразу вспоминают там Жириновского и, скажем, другие, ну, такие аналитические взгляды там, на стратегические вещи, которые могут происходить. И говорят о беженцах. Действительно, фиксируется большое количество машин, люди уезжают из Тегерана, но Иран слишком большая страна. Да, Пакистан там где-то закрыл границу, говорят. Да, непонятно по пересечению границ с Азербайджаном. Все идут вроде как на север. Но таких четких данных о том, что прям массовая миграция, их нет. Есть данные фейки. Например, там турки отбиваются уже там второй день от сообщения о том, что иранцы все поперли в Турцию. Об этом пишут, они опровергают. Об этом пишут, они опровергают. То есть слишком мало времени прошло и непонятен масштаб. Масштаб разрушений и вот этой военной катастрофы. Потому что если Америка начнет войну с Ираном, вот тогда да, массовая миграция и узкое горлышко, скажем так, тоже рискует вообще полностью быть перерезанным в районе, да, то есть соединяющее условно там Ближний Восток, Азию и туда, на север. Следим за этой ситуацией, будут новости, наверное, к концу, шума об этом точно сегодня. Ну и еще о том, а что это вообще, от чего это, как бы, чего от этого ждать Украине? Ничего хорошего. От слова совсем. Первое. Меняется характер войны. Абсолютно. То есть удары, ну, там, по городам, опять-таки, то есть то, что показали пригород, да, это мы в прошлом шуме показывали там разваленный небоскреб, большую там многоэтажку, погибшие люди, там 5 украинцев погибло. Это нам показали. После этого все, краник прикрыли. Сегодня были сообщения о том, что уничтожена база Моссад. Официальное здание, там, где Моссад собирается, это показывают иранцы. Иранцы говорят, что нам верить иранцам, это неправда. То есть работает военная цензура. До конца прилеты непонятны. Вот ракеты запустили, сейчас должны быть сообщения о прилетах, мы их, видите, не видим. Там, ПВО работает, ну, так себе, да, потому что все-таки ракеты избиваются с курсов и, конечно, попадают в цель.
То есть стопроцентной гарантии вот эти все пращи Давида и, скажем так, железные куполы не дают. Для Украины это катастрофа в плане фокусировки военных усилий союзников. Америка, если она начнет что-то применять, не просто там вводить-отводить, а применять или давать Израилю и применять сама, ну, это означает, что никаких пакетов помощи Зеленский не купит. Он помчался на К7, туда приехал, там кредит на 2 миллиарда у канадцев за счет, конечно же, российских активов выбил. Это крупная военная помощь, то есть такая победа. Но с Трампом он не встретился, а он же, по идее, должен был сделать очень интересную штуку. Он должен был приехать, сказать, вот, продайте нам пакет помощи, у нас есть куча кредитов в счет замороженных активов из европейских стран, вот Канада подсуетилась. Да, на тебе, Дональд, денежку, дай нам помощь. А Дональд крутнул хвостом и отправился в Вашингтон. И как бы очень недоумевающе сегодня реагировал на то, что Киев обстреляли, да, а что там какие-то атаки были. Не, надо разобраться, надо посмотреть. Ему не до того. Он весь в Ближнем Востоке. Это показательно, как нельзя показательно. Даже Германия, которая как бы, ну вот там и пакет помощи, и вот Мерц сейчас, да, такой лепший союзник из коалиции желающих, даже он, давайте будем откровенны, говоря о том, что Израиль делает грязную работу и в принципе на каком-то этапе Германия не прочь присоединиться к бомбардировкам Ирана, даже этим заявлением он понижает уровень важности и поддержки Украины в том числе. Потому что деньги можно выделить, а можно приостановить там транши, а можно еще что-то сделать. Ну подождите, главная задача Ближний Восток, это все понимает Зеленский. Обстрел прошлой ночью был, конечно, ужасен. Вот так выглядела столица. 16 этажа. Это вот Киев. Египетская сила. Слушай, такое ощущение, как будто тут в смарт попало. Короче, это просто словами не передать вообще. Фу, сейчас я еще зайду в квартиру и с другой стороны сниму, покажу. То есть все в дыму, все в огне. Гасили очень долго. Гасили как могли. Был также зафиксирован прилет в жилой дом Шахеда. Жуткое зрелище. Ну, то есть, вы понимаете, есть еще видео, где, да, вот, человек прямо из этого дома находится за 2 квартиры рядом, прям у окна, вот это все дело снимает. Снимает и в шоке просто от того, а что происходит. Прям снимает с окна. Ну, вроде как жив человек на каком-то расстоянии по дому находился, но тем не менее. Также сегодня был снесен пролет дома. Ракета Х-101 попала, пробила, как заявляет министр внутренних дел Клименко, аж до подвала. То есть уничтожила все. Дом, говорят, в состоянии уже его не восстановить, оттуда будут выселять, будут его сносить, потому что это невозможно. На фоне этого сразу подключился, ну, очень такой мощный, уже проверенный, слезодавильный как бы формат сообщений об этой атаке. Долго гуляли цифры на протяжении дня. Сначала говорили 14 человек, потом говорили, не, подождите, потом 15, потом говорили, нет, подождите, 10. Потом к вечеру вроде как ДСНСники, да, там МЧСники, ДСНСники, спасатели говорят 14, конкретно Соломенского района. Но слезодавительная машина средств массовой информации, я вот даже не знаю, я всегда очень стараюсь аккуратно об этих вещах, но, ну как, использовала горе, неотвратимые потери вот этих уже достаточно в возрасте людей, да, киевлян. Значит, муж и жена
сидели и ждали, когда будут разбирать завалы, потому что у них там сын под завалами. Эти страдания, эти видео, они были запечатлены в фотографиях. Ермак публиковал фотографию с этой парой, писал, как ему больно, да. Эти кадры разошлись везде, их страдания тоже. Потом появилась, такая информация, что да погодите, сидят же, ждут. Уже вторая половина дня, уже под вечер. Говорят, что вот может все-таки он жив, может достанут. Потом какая-то козлица, простите, я бы сказал по-другому, да, YouTube жесток, да, банит, из какого-то проекта журналистского пишет: вот, сын жив, ура, все так выдохнули. Начали проверять, и оказалось, нет. Корреспонденты, которые были на месте разбора завалов, да, там, когда доставали людей оттуда, говорят, что нет, сидят и ждут, еще неизвестно. Но все уже вроде как выдохнули, а это какая нервная, какой стресс, да, для этих людей, для людей, которые им сопереживали. Но все-таки позже все-таки подтвердилось худшее. Сын не выжил. И снова этих мужчину и женщину надо снимать. То есть вот эта медиа-игра на страданиях, она кощунственна, она ужасна. И это происходит перманентно. Об этом мужчине, об этой женщине забудут, наверное, уже завтра, а может и послезавтра. Но как бы они этого уже никогда не забудут. Эти кадры, эти там посты в телеграм-каналах, эти там сюжеты в едином марафоне, это будет такое вечное напоминание об этой утрате. И все вот спрашивают, зачем это делать? Да? То есть зачем показывать? Все же помнят Кривой Рог, вот этих родителей, детей, которые там держали за руку, уже убиенных своих чад. И это тоже снимали, это все выкладывали, показывали. Для того, чтобы мобилизовать страну. Вот для этого нужно это показывать. Невыживший сын этой пары, вот он инструмент, чтобы все сплотились. Для чего, спросите? Как для чего? Противостоять врагу. То есть не закончить этот ужас и кошмар. Не сделать так, чтобы это все, хватит, достаточно. Уже слишком много детей в земле, уже слишком много матерей хоронят своих детей, а это самое страшное для любого человека. Давайте уже что-то думать, давайте договариваться, давайте примиряться. В конце-то концов, мы не Иран и не Израиль, не Газа, не вот эти все вопросы, замешанные там на разных народах каких-то откровенных, на противоречиях религиозных, на каких-то там ядерных вот этих всех претензиях, или там сверхдержава нас не собирается бомбить, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. То есть это не развяжет Третью мировую войну, все уже поняли. 4-й год идет война, как идет. Обстрелы тыла, движение по фронту. Неужели нельзя это закончить? Давайте заканчивать. Никто это не говорит. Все говорят, надо идти дальше и воевать. Ну вот навоевали. Еще последствия прилета в Киеве, это юг, левый берег, юг относительный, короче, Дарница, да, Дарница, я там когда-то рядышком жил, на Дарнице, вот как это все выглядело. Пишут, мне писали многие знакомые из Киева, вот эта воронка, которая прилетела от ракеты, ужас, конечно, что вонище, дымище и, в общем, кошмар. Что происходило в Киеве вот под утро. Также полностью вынесли Жуляны. Там как район, да. Полностью вынесены они. В одну цель летело сразу несколько шахедов, там летели ракеты.
ПВО, конечно, все сбило, что-то увело, что-то там подавило рэп. Колоссальные, конечно, показатели, достаточно большие, около 50 целей, там с ними ничего сделать не смогли. Больше 450 этих было целей прошлой ночью. Но все обратили внимание вот на этого очень уважаемого в Украине, причем молодым поколением тоже, чуть ли там не будущего президента, участника рейтингов президентских, мужчину, Притула. Все вспомнили сразу этот пост о том, что, в общем, сбор, чистое небо, наш фонд передал 35, скажем так, ну, как бы дневных и 5 тепловизорных, значит, беспилотников, в общем, суммы там 3 миллиона гривен, этот сбор продолжается, все на сбор, нам нужно 50 миллионов гривен, еще 600 вот этих самолетиков, перехватчиков, 450 дневных, 150 ночных, всем спасибо, ссылка на Банабанк. И вот эти фотографии, их на самом деле больше, вот этот пост вспомнили все и обалдели. Такая-то ангары авиационного университета. Потому что прилетело и по этому университету, по общежитиям, и в эти, собственно, ангары, и рядом, и везде, где можно, и не злым тихим словом поминают Притулу сейчас. О том, почему такой разлет, почему попадает в дома, откуда столько трагедия и горя. Понятно, что есть там погрешность у ракеты «Шахедов». Понятно, что это все очень легко и классно выставлять за террор. Там, вот, смотрите, бьют по мирным, давайте еще больше на фронт. Еще. Вряд ли этот обстрел, я сегодня не фиксировал, кстати, да, и завтра тоже не зафиксируем, и послезавтра тоже, как и после Кривого Рога мы не зафиксируем очереди в ТЦК. Об этом очень грустят патриоты вроде Притулы. Но очереди в ТЦК после этих прилетов нет, как вы понимаете. Но тем не менее, это все равно как-то вот надо вот брать и, в общем, моральный дух поднимать за счет этого. Как это все происходит? Появилось видео одного мужчины, который в Киеве, я не буду точно говорить откуда, в принципе, там это под утро, мало понятно, хоть там хорошо ты знаешь Киев, хоть ты плохо знаешь Киев, откуда-то оттуда, вроде как вот эта соломинка, да, куда прилетела ракета. То есть, еще раз, мужик снимает в окно. Вообще у нас это потрясающе просто. Люди-фаталисты. Там дальше будет, сейчас увидите. То есть мужик снимает в окно и говорит, иди посмотри. Да спускайся, женщина ему говорит, спускайся. Ну что он снял? Он снимает, как летит ракета, и по касательной ракета ПВО ее цепляет, и она падает, и мы понимаем, что это какой-то жилой дом. Бігом! Іди глянь! Женщина кричит, спускаемся, он говорит, сюда глянь. Опасная на самом деле история, ровно потому, что сегодняшний обстрел был в Одессе тоже. И в местных пабликах, это к вопросу о том, что на Телеграм закрыть, чтобы никто ничего не знал, в принципе, нечто похожее. Вот смотрите, вот эта ракета, говорят, что этот пролет сбила ракета Х-101. То есть, эта ракета попала и вот это пробила. Пришел министр этих внутренних дел, Кличко, показал кассетные там шарики, что с кассетных стреляли по мирному городу. Все пришли, все показали разрушения. Да? Но вот эта ракета, она куда-то попала. И та, которая ее зацепила, она же тоже куда-то прилетела и тоже куда-то попала. И об этом как-то стыдливо умалчивают, а все, скажем так, люди, которые чтут чистоту информации, говорят, какая разница? Все равно же виновата Россия, потому что она обстреливает. То есть, вот логика.
И ты против этой логики, ты, ну, да, как, ну, обстреливает Россия, а что, конечно, летят ракеты, надо сбивать. Ну, вот так сбиваешь, что там железяка упала туда, остатки упали туда, обломки сюда, в общем, ну, вот так вот люди страдают, поэтому все в укрытии. И все такие смотрят, думают, ну, да, вот с этим соглашаются и кивают гривой. В Одессе тоже 2 погибших, тоже разрушения. И вот такой, ну, давайте скажем честно, уже неоднократно это мы видели, да, ну, вот такой интересный прецедент. Ракета, видите, небольшая ПВО, пробивает крышу, врезается в шкаф. И чудом, но она не детонирует ничего, вот так вот она просто врезалась, и все. То есть, опасно. То есть, сбиваются ракеты над городом. Людям надо прятаться хоть так, хоть так. Но тут возникает вопрос, а что не сбиваются над городом до сих пор? Ну, в принципе, очень же технологично выглядит ну, то, как пытаются обозревать ракетные удары России. Мы точно знаем, откуда какой борт вылетел, куда он направляется, примерно понимаем, откуда запуск. Ну, до атак по стратегам, так вообще все знали, что над Каспийским морем, там все. Ну, сейчас над Каспийским морем уже не позапускаешь ракеты, потому что там горлышко, мы выше говорили. Но вот все знают. Даже маршруты в телеграм-каналах мониторинговых рисуют. Они идут туда, разворачиваются сюда. Наши эксперты включаются на украинские, имеется в виду, эксперты включаются на украинское же телевидение. Говорят, смотрите, корейские там аналоги Искандеров, вот эти КН-23 или 21, короче, корейские ракеты тоже научились маневрировать. То есть их сложнее сбивать стало. Все видят, куда она летит, как она летит. Ну так поставьте же ПВО там, где в круговой зоне, да, сбития гипотетического не будет жилых домов. Или хотя бы районов. Нет, нельзя. А почему? Да многие недоумевают, почему. Даже один из, ну, таких рупоров потужности военной и человека, на которого ссылаются многие, тоже поднимает этот вопрос. Но немножко с другой стороны, не в работе ПВО. Значит, это Бунятов, военнослужащий, там часто на него ссылаются по анализу того или другого события на фронте и вообще ситуации. Значит, у меня единственный вопрос, пишет он. Зачем нагромождать на складах боекомплект, чтобы его нецензурно, в общем, били, и этот боекомплект детонировал до утра, если на фронте сейчас лютый дефицит боеприпасов. Ну и дальше он японское слово употребляет. Это практически хокку, знаете. Ты. То есть, вот так. К нему сразу приходят в комментарии, мол, там, вот, это запасы, ПВО или производство. Ну, мол, пытаются как-то оправдывать. И он им всем отвечает. Там несколько было этих волн, ну, вот здесь я представлю вот эти. Он говорит, это запасы или там производство. А он говорит, это ангары под открытым небом. Это вообще сильно. Ангары под открытым небом. Ангары. Вот там склады боеприпасов. Среди, получается, жилой зоны. Туда летит. Может, планировали контрнаступление. Там, да, вот это вот как-то. После этого боекомплект собирали. Он спрашивает логично. То есть собирали боекомплект для того, чтобы контрнаступление делать в ВСУ. Под Киевом собирали этот боекомплект. Ну, эти силы и ресурсы. Там еще был момент, что вот там сколько прилетело. Говорит, 16 летело в одну точку шахедов. 16. Понятное дело, что там в любом случае что-то прилетит, а потом оно взорвется, сдетонирует, и будет беда. То есть солдаты сами обалдевают от вот этих порядков. Нет, конечно, есть разные солдаты. Есть, например, вот такие. Да? Вот. Виталик, позывной Донецк, Овчаренко. Друзья, после каждого российского обстрела Киева одевайте
вышиванку. Важно показывать друг другу нашу солидарность и стойкость. Нас не сломить. И вышиванка. А? Потужно. Ну, вышиванка вышиванкой. Но на самом-то деле мы имеем, ну, грандиозный, просчитываемый план в этих действиях. Определенный план. Нет, ларчик, возможно, открывается проще. Ведь у нас же как любили говорить, там, и у меня на канале отдельные гости, они же как говорят, Киев самый защищенный город. Поэтому, собственно, все свозится сюда, в Киев, потому что ПВО отработает и ничего не попадет. А условно, если собирать где-то в секрете в каком-то другом городе, то туда попадет. А Киев же это все, самый защищенный город, смотрите. Тут же и концерты, и жизнь вся, и никто ничего. То есть все, самый защищенный город. С этим мифом можно попрощаться после этого обстрела. И нужно научиться, наверное, задавать вопросы. А как так получается, что люди живут в районе Жулян, на Соломенке, на Дарнице, в других вместе, рядышком, в столице, с смертоносным грузом, который в случае чего будет полыхать с утра до вечера, а может еще и несколько суток, гасить его еле погасишь и так далее. Может, что-то нужно поменять в консерватории? То есть изначально возмущаются военные. Гражданских, конечно, затюкали, забили и говорят, одевай вышиванку, надо показывать солидарность. Солидарность с чем? С тем, что прилетит, ну, разведают цель, прилетят шахеды, а потом это все, скажем, что собьется, что упадет, что не долетит, что промахнется, что вместе с железом от ПВО рухнет обломком тебе на голову. Ну, то есть, может, уже хотя бы вот с точки зрения безопасности своей задавать вот эти вопросы. Пора. Ну, то есть, 4-й год уже все идет. А не вышиванку надевать. А потом, как на заказ. Очень ведь интересная история. То есть, нам на места вот этого ужаса и людской трагедии, ну, как вот этой пары семейной в возрасте, других, которых не показывало телевидение, но которые тоже родные и близкие вот этих 14 официально сейчас заявленных человек, которые тоже в шоке, у которых тоже утрата, потому что прилетело по городу. Может быть, эти люди тоже, вот, они тоже имеют право что-то сказать? Нет. Имеют право сказать только иностранные послы и представители государств. Еще не остыло, понимаете? Еще не остыло место попадания. Еще душа там из-под этого завала человека не покинула это, грубо говоря, место этой трагедии. А уже собрали послов, работников посольств. 62 страны отчитались. 62 страны, смотрите. Им там на, ну, будем надеяться, хорошем английском языке, он же второй официальный теперь в Украине, сказывают о том, что вот такие разрушения, они все сидят, там фотографируют, записывают. В этот же день практически нечто подобное происходило, помните, да, вот этот момент, когда Зеленский полетел в ЮАР, ну, тоже там погулял по этим встречам, да, там, саммитам в Брюсселях, вот это все было в Германии, там что-то. Потом прокатился в ЮАР, никто не понимал, а нахрена эта встреча в ЮАР? Ну, то есть, Рамафоса этот бедный, ему передали список детей, и он говорит, о, спасибо, ну, а что он с ним будет делать, со списком детей? Интересно будет сравнить, кстати, ну, это невозможно, наверное, да, или там, ну, просто для интереса, список детей, которые передал Зеленский Рамафосе,
в ЮАР. И вот тот, который в Стамбуле оказался у Мединского, ему передали список детей, там какие-то важные встречи, какие-то там чего-то где-то, заявления. А потом говорит Зеленский, нет, был обстрел, и поэтому я срочно вылетаю в Украину. Да, то сказал, сделал, встретился с Рамафосой, прилетел в Украину и тоже собрал вот этих вот 60 с чем-то человек, тех же 62 страны, как было заявлено. Но он был там сам. И, ну вот, так сказать, положил там мягкие игрушки, все потом понесли цветы, там вот все памятник на руинах, на развалинах. Как-то вот это, как говорил Кучма, це ж було вже. То есть сейчас Зеленский в Канаде, ну, опять-таки, не в Канаде, в Австрии до конца, ну, вот, там разные там политологи, эксперты, да и у меня на канале сегодня тоже, ну, такие задаются вопросами, так а смысл австрийского визита? Ну, вот в чем смысл? Ну, понятно, пересекли границу на поезде, потому что авиасообщения нет, и нужно откуда-то вылететь на Канаду. Да? Ну, можно же... Пересекли границу, сели, полетели. Нет, надо сделать визит. Визит. И потом дернуть туда. Визит ни о чем. Беспрецедентные меры безопасности и так далее. Ну, сказать, что там, ну, Зеленская промокла под дождем. Но он там высказался по поводу того, что он хочет чего-то купить у Трампа. А Трамп не хочет ничего продавать. Ему надо продавать Ближний Восток. Ему надо продавать вот эту историю, вот это шоу. Сейчас там сообщат, что вот, мы будем бомбить Иран. То есть вообще не до Украины ему. Ну, вышел, сказал, что мы хотим, чтобы беглые украинские чиновники и олигархи, короче, сдаить хотят с них вот эти их активы, которые находятся, ну, они сами, и их активы частично, возможно, находятся в Австрии. Здравствуйте. То есть вот даже если представить австрийцев, которые нейтральны, где там, собственно, свобода, там суды, законность, там хрен кого выдадут, только по каким-то таким очень серьезным основаниям, а не вот этой липой, которая там сопровождается с политическим налетом от киевской власти. Ну, кстати, что сегодняшней, что прошлой порошенковской. Поэтому там никто особо не ведется на это. А он приехал, об этом заявил, ну, отлично. Ну, то есть, визит пустой получился. А может, план не в этом визите, а план в другом, что на Банковой примерно в курсе, когда будет какой большой или не очень, или средний, ну, какой-то налет, да? Примерно понимают, когда. В этот момент он находится за границей. Но не столько, возможно, не столько там ради вот этой безопасности, ну вот, как все говорят, Зеленский за границей ради безопасности. Нет. А ради того, чтобы иметь, так сказать, на руках свежее, актуальное, трагическое происшествие и вот сразу сходу при встрече там изменить или подпилить вот этот сук там каких-то своих убеждений стороны, с которой он встречается, да, вот в своих целях. Сыграть политически на вот этом всем. Поэтому они все четко понимают. Ага, будет большой обстрел. Так, куда нужно визит? Австрия. Не были никогда. Исторический визит. В Австрии никогда не были. Давайте в Австрию. То, что там о чем, ни о чем, какие договоренности, ну так это как раз перевалочный пункт вот туда. Они знают ночь, когда будет обстрел. Они понимают, что Зеленский в пути в Канаду. Трамп только слинял. У него просто своя игра. Ну ничего страшного. Трамп слинял. Вот, пожалуйста, канадский премьер-министр на месте. Вообще, конечно, выглядит все это так, ну, своеобразно. Саммит Г7, Трампа уже нет, саммит практически Г6 на этот момент. Ну, понятно, что там встречи, понятно, что
Зеленский. Понятно, что Зеленский, он... Ну вот, кстати, свежее заявление Зеленского по этому поводу звучат. Давайте тоже их сразу, как говорится, присовокупим. Значит, что важно, да? Вот, телеграм-канал Зеленского, он разродился сообщениями. Их на самом деле много. Ну, во-первых, он встретился с премьер-министром Канады Карни и на полях рассказал о том, что, в общем, 40 компаний, в общем, танкерный теневой флот, санкции, в общем, Британия там тоже объявила о санкциях и так далее, поблагодарил за военную помощь, дроны, вертолеты, боеприпасы, сумма $2 миллиарда, следующий транш, значит, еще больше, чем $2 миллиарда за счет доходов от замороженных активов. Значит, выступил Зеленский уже на саммите Г7, в общем, сказал, что Россия игнорирует любые дипломатические международные, скажем, требования сообщества. Дипломатия сейчас в кризисном состоянии. Только одна четкая причина: Путин открыто отбросил каждую мирную инициативу. Прошлой ночью Россия ударила, в общем, комбинированной атакой в Украину. Это одна из самых больших атак с этой войны. Целями были наши города, обычные люди, обычные семьи в своих домах. 440 дронов, это шахеды, 32 ракеты разных типов. Значит, до сих пор спасательные работы под завалами ищут людей. Только в Киеве было зафиксировано 30 мест попадания ракет или падения обломков, 150 жилых домов было только в Киеве пострадавших. Сейчас известно, что 131 человек ранен, 15 погибли. Среди погибших даже есть гражданин Соединенных Штатов Америки, что немаловажно. Значит, ПВО как работало. Значит, сейчас мы работаем над тем, чтобы беспилотники, перехватчики сбивали шахеды, наши города. Ну, тоже интересно, наши города, а следовательно и ваши, нам нужно дополнительное финансирование на производство. Эти новые перехватчики очень важны для Европы и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады, Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть он продает эту историю, что вот смотрите, технология перехватчиков, дайте денег. Даже если американский президент сейчас не как бы действует достаточно давя на Россию, правда заключается в том, что Америка имеет самые широкие глобальные интересы. Нам всем нужно дальше работать с максимальным уровнем координации. Значит, что это все такое? Что это за серия постов? О чем это? Значит, $40 миллиардов США бюджетной помощи для Украины нужно для стойкости, чтобы наша Украина смогла держаться. И это должно быть общее решение лидеров Г7, включительно с США. Вместе мы должны дальше призывать президента Трампа влиять. Именно США и Трамп предложили прекращение огня, мол, Россия заблокировала эти все усилия. Поэтому, в общем, Трамп, дави. Эта война продолжается из-за России от самого начала. Эта война не спровоцированная, там, захватническая. Мы все не должны об этом забывать. В общем, все давим, все давим. Что это такое? Интернет там плохой. Поэтому они взяли тезисы из выступления и в качестве вечернего обращения вот это вот выдали. Ну, посмотрим, может еще будет вечернее обращение, но, судя по всему, нет. Вот час назад вот это все как бы накатал Зеленский, я так полагаю, вечернего обращения не будет. Вот это вот встреча его на Г7. В общем, Трамп дави. И Трамп вот должен послушать. Все вот на Г7 должны послушать. А кто же будет слушать? Мелани, которая вот это вот, прикрывая рот, с Макроном беседовала.
Или может Стармер? Буквально вчера Стармер с Трампом презентовал свое соглашение. Ой, как это выглядело. We all know the great Prime Minister of the UK, and we just signed a document. This is, sorry about that. This is it. Ой, а что происходит? Потрясающее соглашение между Америкой и Соединенными Штатами Америки. Трамп говорит, что мы вот все открывает эту папочку, и это все на этом же саммите Г7 все вываливается. Как ведет себя премьер-министр и лидер ядерного государства Великобритании? Ну, той Великобритании, где там шпиндель, где, собственно, разведка, Ми-6, там сейчас женщина у них завелась, где зоны влияния, где там чуть ли страны, где элиты под контролем. Как ведет себя этот лидер? Ну так. Он бросился подымать эти листочки. Ой, ну быстро получилось, слушайте. Такое ощущение, что он как натренирован в этом отношении. Он натренирован. Он оп, сразу раз, все. A very important document. Little windy out here. We just signed it, and it's done. And А Трамп постоял, дождался, тот ему вручил. so we have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones coming. But you see, the level of enthusiasm is very good. But the relationship that we have is fantastic. So I just want to congratulate you. Well, Donald, thank you very much. This now implements on Carter. Все акценты, конечно. Короче, все у них хорошо, самые там замечательные отношения друг с другом. Но сам факт. То есть Зеленский прибыл к вот этим людям, да, там, Макрон и Мелани, там это все, да, вот это. Вот этот Стармер, который там, да, вообще ни рыба, ни мясо, и быстро, но собрал быстро выпавшие документы. Говорит, давить надо на Трампа, ну, точнее, давить на Путина, а на Трампа надо вот к нему взывать, и все получится. Сложно сказать, получится ли, все ли получится. И, ну, вот самое интересное, что Bloomberg свежий материал выдает, что Трамп разочаровал лидеров Г7, отказавшись усиливать санкции против России. Обсуждение между лидерами стран Г7 во время ужина 16 числа не повлияло на позицию Трампа по усилению санкций против России. Источники, знакомые ситуации, сообщили, что Трамп неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам Америки, чем еще больше разочаровал союзников. В итоговом заявлении ожидается поддержка усилий США по достижению мира, признание стремления Украины к прекращению огня и призыв к продолжению санкционного давления. Ну, собственно, вот и все. То есть, вот как развиваются события. И вот Зеленский приехал, получается, в свою эту компанию, да, вот это все выкатил. Ну, наверное, может, лень. А хотя, в принципе, там, знаете, компания какая, судя по поезду, который мчался с Макроном, Стармером и Мерцем в Киев, салфетки, ложечки. Может, и, ну, там, ну, а чего? Написали текстом. А что, текста много, сообщений много, все так по частям, типа выступления перед странами Г7. Может, видеообращения не будет. Ну, посмотрим, по крайней мере. Не знаю точно, по крайней мере, насколько. Ну и, конечно, то, что сейчас финальный штрих к этому моменту, к выступлению Зеленского на Г7, это по полной программе. Зеленский, конечно, будет использовать смерть гражданина США во время обстрела прошлой ночью. Ну, в общем, это любят медийно, да, там, переживать про своих.
Поэтому вот такой тоже вот медийный акт. Да. Может, в Америке кто услышит и будет тоже в Америке пытаться достучаться, да, до Трампа. Сообщается ужас, конечно, да, вот еще по поводу, ну, следим за сообщениями из Израиля, из Газа. Приходит сообщение о том, что, ну, это, конечно, ужасно, не будем это показывать, чтобы никто ничего не придрался. Короче, Израиль сбросил бомбы на мирных палестинских жителей, ожидавших помощи в Хан-Юнисе, это Газа, 88 мирных жителей и 22 получили ранения. Кошмарное видео на самом деле. Ну вот параллельным курсом, да? Пока тут Америка решает, будут бить по Ирану или нет, вот такая история в Газе. Меня много спрашивают, а ты за кого, за Иран или за Газу? Слушайте, перцы, конечно, это такие товарищи. Они у них такие, Норов такой, они злые тоже, они такие еще те. Но то, что из себя представляет в последнее время действия Израиля, которые называются самообороной, ребята, это не самооборона. Ну вот это не самооборона. Извините. Ну, как бы, стояли, ждали помощи гуманитарной, которую, кстати, перекрывают. Сколько турецкой муки выкинуто просто на мусор. Сколько, даже это Грета Тунберг, ладно, ее, ну, понятно, что даже ее там не пустили, развернули. Тоже, что там везла какие-то узлики с гуманитаркой. Но, тем не менее. Про войну и мир. Давайте продолжим. Значит, есть такой рэпер Ярмак. Ну, это, правда, рэпер. Не Ермак, а Ярмак. Да? И он там служит в одном из, скажем так, подразделений ВСУ. И вот так комментирует вот эти все удары. К сожалению, это только начало. Нас ждет очень ужасная и кровавая осень. По возможности выезжайте жить за город к родственникам в любые условия, подальше от стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры. Ну и, конечно, реагируйте на тревоги. Что сподвигло Ярмака такое написать? Нет, если бы написал, конечно, Ермак, это было, конечно, топ-новостью, но это Ярмак написал. Да вот перспективы, которые не радуют. Перспективы. То есть все должны прятаться. Но это понятно, прятаться. Потому что то, как снимают видео с окон, а это все летит по домам, это, конечно, ужас. И непонятно же, куда после удара по касательной или по прямой сбития, куда полетят обломки, или вот эта ракета, которая сменила курс, или там прилетит ракета в ПВО тебе в окно. Но надо терпеть. Задача же какая? Терпеть. Нам надо 40 миллиардов, Г7, дайте 40 миллиардов для стойкости. Это вот заявление самое свежее Зеленского, которое мы слышали. Есть другие взгляды других солдат. Вот, например, боец Хасан дает интервью. Хасан знатный боец, беспілотниками руководит. Літній наступ противника, який ми зараз спостерігаємо, в принципі, тут не потрібно реально, от якщо так реально вслуховуватися ваші слова, то не потрібно панічно, катастрофічно і лякливо дивитися на ці їхні просування, які десь можуть з'являтися. Значит, это подкаст, да? Тоже один из ведущих на каких-то каналах. Я не помню, там, по-моему, в Пуле Украины или где-то еще. Не знаю, лицо знакомое, не помню, кто это. В общем, задает ему вопрос, говорит, ну вот слушаю вас, говорит, значит, не надо бояться наступления россиян. Не надо бояться. Надо спокойнее относиться. Ну, то есть, в момент того, что мало того, что надо терпеть, надо спокойнее относиться. 200-300 метрів, тому що це просто нічого. Це просто знищення великої кількості людей, і воно рано чи пізно все рівно закінчиться. Це все просування, які загалом люди, і треба буде сідати за стіл переговорів. Значит, люди, все равно там это 200-300 метров, а столько потерь, все равно рано или поздно закончатся, да, и нужно будет садиться за стол переговоров, поэтому люди, не паникуйте, если там какой-то прорыв, какие-то еще дела, то есть все нормально. Но Хасан же должен ответить. Ми втратимо територію однозначно. Чому? Тому що Російська Федерація
не може, скажімо, втрачати своє там ім'я на теренах всіх країн світу, от як загарбники, завойовники і так далі. Вони будуть відправляти сотні одиниць бойових броньованих машин, тисячі. Значит, мы так или иначе потеряем свои земли, потому что реноме свое Россия не будет терять и будет отправлять сотни там перевесом там в 15 раз, в 20 раз. Короче, будут все равно гнать. Своєї піхоти. Так, вони візьмуть там тих 2 посадки, однозначно ми їх втратимо, тому що це буде сили, переважаючи там в 10, 15, 20 разів, розумієте, це неможливо. Але враховуючи, поставити на чашу телевізорів ту кількість, що вони кладуть, насправді, отак от безглуздо. І то, що їм вдається загарбати, ну це просто ніщо. І я більш ніж впевнений, що рано чи пізно вони закінчаться. Як кажуть, в Російській Федерації баби ще наражають, ну вони то наражають, але їх треба ще виростити, розумієте? Ну, это, кстати, очень интересно. По поводу бабы нарожают, они там нарожают, надо еще вырасти. А у нас рожают нормально бабы? И растут, наверное, тоже, да? Маленькие украинцы. Счастье. Ну, то есть, ну, как бы, они все равно закончатся. То есть, всем вкладывается какая-то большая чушь про катастрофические потери. Вчера закончился обмен пленных тел, ну, пленные тоже обмены были там, идут. Почему это называют обменами, а не передачей? Потому что все-таки там было не 27, а 78 тел передали. То есть можно назвать это обменом, но разница-то колоссальная. 6050 на 78. Бабы еще нарожают, конечно. Нет, понятно, что это там наступающая сторона, на их стороне поля боя, там и их солдаты, и украинские, это все понятно. Но нужно тоже немножко отдавать себе отчет. Ну, то есть я вот не понимаю, идет 4-й год войны. Мы видим хорошо выбритого Хасана, который там вдалеке от фронта руководит какими-то беспилотниками. Не знаю, беспилотники ли это притулы или беспилотники-перехватчики, которые там разрабатывает Зеленский и просит на это деньги. Но тем не менее он говорит о том, что рано не переживайте. Ну, пройдут они 200-300 метров, все равно закончатся. Ну, там все равно нормально. Они, конечно, возьмут там эти посадки, все ерунда. И человек, получается, он должен слушать военного и успокоиться. Ну, то есть, ну, что там 200-300 метров? Ну, ладно. Подумаешь. А эмоция крайнего гнева или какого-то там, ну, мобилизационная эмоция у него должна возникнуть от того, что там ему целый день показывают этих стариков, которые сидят и ждут, достанут живого или мертвого из-под завалов. И никто не думает о завершении войны. Все думают, что Россия сама остановится. Мы ее там изнурим. Они там, конечно, пройдут, а потом они, в общем-то, иссякнут. И уж тут-то мы. Ну, тут-то мы не факт, но иссякнут. Так а где они остановятся? Может быть, на линии фортификации? Вот депутат Рахманин выдает интереснейшее сообщение о том, что фортификации на Сумском направлении проспали. Проспали. Рахманин, так как так? В 23-м году ходил Зеленский по вот этим дотам, которые круговая оборона, все же помнят. Вот эти все смотрел, вот эти все там это красиво все было показано, денег столько выделено. Заранее же готовились? Нет, говорит. Вот только начали наступать на территории Украины после Курской авантюры. Вот только потом на скорую руку начали строить. Було б логічно заздалегідь наперед, завчасно подбати про фортифікаційні споруди. Але, ще раз кажу, я їх сам не бачив, коли проїжджав, ну, скажімо так, належної якості, в належної кількості ще тоді. І самі військові скаржилися на те, що вони не розуміють чому, але ці фортифікаційні споруди, як системна, масштабна смуга, не будуються. Їх почали будувати тоді, коли фактично підрозділи і військові частини ЗСУ виходили вже з Курської області, робили це безпосередньо під ворожим вогнем, який на той момент вже контролював. Под огнем строили. То есть не заранее их строили, а под огнем. А возникает логический вопрос. Подождите, так это что? А как? Получается, мы там должны были до сих пор находиться в этой Курской области? То есть мы должны были присоединять Курскую область, если... Ну, там они какие-то окопы рыли, говорят, то есть вооруженные силы Украины. Ну, имеется в виду обороны, потому что там же столкновения.
То есть, а сзади, на границе с Украиной государственной и там дальше, там, где в Сумской области продвинулись, получается, ну, это не совсем на плечах это сразу, да, но оно практически сразу, поэтому можно применять это выражение. То есть, когда на плечах продвинулись на территорию Сумской области, а мы там не рыли окопов, а мы думали, что Курскую область примем и там будем линии фортификации строить. Так зване нижнє небо, він обрізав нашу логістику, і російські БПЛА тоді достатньо активно працювали. Вони були зроблені на швидкоруч подекуди, вони не зроблені були завчасно, вони не були зроблені з урахуванням особливостей цієї війни. Цих особливостей дуже багато, я згадав лише частину, насправді там набагато більше цих речей, які варто використовувати. Тому так, наскільки я розумію, я не можу це стверджувати категорично, бо я не міг. У мене не було такого завдання, фізичної можливості там облазити кожні 5 метрів на величезній ділянці українсько-російського кордону в даній смузі, але я не бачив, а я проїжджав щонайменше 2 різними дорогами, які, власне, вели з Сум через Юнаківку на Суджу. Я там не бачив, ну, скажімо так, в тих місцях, де військова логіка підказувала, що мали бути фортифікаційні споруди, їх там належної кількості, належної якості не було. Короче, не было там, когда он ездил, говорит, в тех местах, где они должны были их, подождите, а где же тогда их строили? А где деньги? Да? То есть строили, где-то деньги делись. Когда уже начали отступать с Курской области, тогда быстренько начали под огнем строить. Так а как же планы отодвинуть линию фронта, чтобы обезопасить территорию Украины? Там же что-то такое рассказывал Зеленский. Помните, когда комментировал смысл Курской операции? Удивительно рядом называется. Но еще больше удивляешься, ну вот, то, что в голове у военнослужащих. Вот этих медийных, которые интервью раздают, интервью берут, такие все прям, вот инфраструктуры, как это, политинформации, как это, политруки от медиа. Их таких очень много в последнее время развелось, и это прям целый тренд, это кладезь новой информации. Короче, бусификация – это нормально, потому что все должны понять, наконец-то, что происходит в стране, и взяться за ум. 12-й рік війни у нас вже в державі йде, да? Якщо на 12-му році війни ще нікому не дійшло, ніхто нічого не зрозумів, а не зрозуміло і не дійшло переважна більшість населення, тому я скажу дуже грубо, що з радістю бусифікував би і далі. С радостью бусифицировал бы и дальше. Раз вам не доходит, с радостью бусифицировал бы и дальше. Понимаете? Ну так, 12-й год войны. Че 12-й? Ну да, 12-й, 11 лет там, да. 12-й пошел. Ну да, хорошо. 12-й год. А вам все не доходит. Поэтому надо бусифицировать. Ще скільки років повинно пройти, щоб до вас дійшло? От нам не подобається, що нас бусифікують. У нас безліч підрозділів. Вообще, конечно, это потрясающая история. Смотрите, сетка, студия, сетка маскировочная. Вот это вот ведущая в красном, с нарощенными ресницами, в красной футболке и в штанах милитари. Ну, чтобы с соседкой слиться, наверное, да. От кого-то они прячутся, наверное, в этих студиях. Ну, это стилизация такая. Ну, этот, собственно, ну, как бы сытый военный рассуждает. Ну, сразу хочется подчеркнуть премудрость. Безліч центрів рекрутингу, безліч посад в Збройних силах України. Ніхто ж не каже тобі прийти і суто на штурмовика піти, наприклад. Не, никто ж не говорит. Какой штурмовик? Куча вообще должностей, куча бригад, куча всего. Иди сам, что ты не идешь? Рекрутинг он тебе. Все будут дроноводами. Все дроноводы. Или повара, или водители. Какие там еще модные специально? Какие штурмовики? Нет, о чем вы? Роби щось, внось якусь лепту в цю майбутню, важку, вистраждану перемогу майбутню. Я не те, щоб... Майбутню перемогу. Перемогу, говорит. В победу давай, вноси свою лепту.
давай, куча должностей. Что это такое? Что это бусификация? Ну, потом он понял, что он сморозил там лишнее, да, начал немножко юлить, но тем не менее суть-то понятна. Щоб там людей ловили, крутили, там катували, били, зв'язували і везли. Але я за те, щоб людям конкретно пояснювали, що вони такі саме громадяни цієї держави, що в них є конституційний обов'язок, такі як в нас, як в мене, як в вас, як в оператора, як в... Есть конституционные обязанности. Такие, как там у меня. Ну, не знаю, он, наверное, какой-то этот, герой, наверное. Просто у нас сейчас такая война в медиаполе происходит, и это все отмечают, что у нас воюет один Зеленский. Ну, вот там, если что-то произошло, какие-то там успехи, это Зеленского успехи. Операция «Паутина», Малюк над картами, но руководит Зеленский. Зеленский герой войны, орден ему. Хоть Малюк тоже герой Украины, до «Паутины» был, но тем не менее. Там, да, ну, Буданов еще там, да, так-сяк, и то его там то подзатирают, то подвытаскивают, ну, потому что он там про Крым наговорил в свое время. Но, тем не менее, разведка же докладывает что-то. Вот по ядерным объектам Украины россияне хотят бить. Это вот докладывает разведка украинская. Зеленский это озвучивает, не Буданов. Зеленский почему? Потому что он герой войны, он на острие. Он главный. У нас не принято говорить о каких-то героях. На всю страну имеется в виду. Понятно, что в родных селах там мемориальные доски и какие-то, ну, в общем, память, да, на школах там каких-то или местах. В общем, люди, конечно, хранят эту память о своих, близких, да, земляках, которые участвовали и погибли в этой войне, да. Но каких-то таких героев... Ну, пес-патрон, призрак Киева, ну вот кто там, герой просто. Нет, не возводят этого пантеона. Нет таких, чтобы вот прям вот герой, там, какой-нибудь украинский Гастелло, да, там даже, не знаю, там Матросов какой-нибудь там, да. Даже Моресьева никакого нет, честное слово, который там, да, безручник, безноженек, но вот он героический подвиг совершил. Как-то вот так вот все один Зеленский под софитами. Но мы поверим ему, потому что у него берут интервью, что он там исполняет свой конституционный обовязок, свое обязательство. Да? Но вот девочка вот эта, она же тоже, получается, исполняет. Ну вот она в ВСУ служит. Да? То есть сидит вот с такими героями, общается в студии с маск-сетки. Тоже молодец. Она исполняет. Оператор исполняет свои конституционные. А вот ты не хочешь. Надо тебе объяснять. И вообще поэтому бусификация не такая страшная. Хлопців, які сидять в лісі. Ми ж чомусь тут знаходимося, ми ж такі самі українці. А что они сидят в лесу, а вы тут находитесь? Тоже ж важный момент. Ми ж теж хочемо поїхати додому на відпустку, відпочити і так далі. Але ми знаходимося в зовсім інших місцях, тому що ми розуміємо, що якщо ми це все закинемо, лишимо, то завтра наші рідні, близькі і ті люди, які чекають від нас захисту, вони просто будуть знищені. Якщо в нього вбито в голову, що повинні тільки воювати там депутати, наприклад, і так далі, то вже йому нічого не дійде. Це так, мінімальний приклад, тому що не варто виділяти багато часу на обговорення якогось ухилянта. Ну, это, видимо, она вопрос задавала по поводу, там, люди говорят, я не пойду, пускай депутат идет. Поэтому он так отреагировал. Ну, ладно, это не будем даже к этому цепляться. Это просто очень интересный момент. Что он говорит? То есть, люди, если мы это все бросим, тогда наши родные, близкие и те, которые ждут от нас защиты, ну, типа, пострадают. Родные и близкие вообще вопросов нет. Ну, то есть, понятно, что война, и человек воюет за там, свою семью, за свою там, малую родину, за свой дом, безусловно. То есть, это как мотивационный. Но те люди, которые ждут от нас защиты, ну, это же как раз-таки вот эти депутаты, элиты, вот эти, которые с жиру бесятся, тачки покупают, которые, вот это, ну, понимаете? То есть, логика. Поэтому ты бусифицируйся. Вноси, так сказать, свою лепту. По поводу лепты, это же абсолютный какой-то идиотизм, во что превратилась Украина последних дней. Вот рассказывает свою историю, очень поучительная история, очень такая показательная история.
работодателя в стране мечты Украина. Ребят, как вам вообще рынок труда? Кто за последние полгода набирал людей? Ну-ка, напишите свою обратную связь, а я пока расскажу, что у меня за полгода произошло. Значит, полгода. Кто вообще людей набирал в Украине, да, для бизнеса? Ну вот очень интересно. Полгода. Значит, в ноябре нужно набирать 2 мастеров, да? Приходит человек, стажируется 29 лет. Через неделю, в общем, происходит у него одна трагедия, и ему нужно уехать на недельку. Я говорю, окей, я тебя буду ждать, типа, сохраню тебе место. Возвращается на Киевской трассе, останавливают ТЦК, пакуют. В общем, выпустили его, но сказали, что он будет в розыске. Он сказал, что извини, но работать не буду. Второй человек приходит. Очень интересная история с тем первым человеком. То есть его пакуют, потом чудом выпускают. Но сказали, что будет в розыске. Он говорит, работать я не буду у тебя, извини. А куда дальше пойдет этот человек? То есть, понятное дело, что он там дал на лапу, были, наверное, какие-то деньги. Но это клиент по переправке за бугор, будучи в розыске. Или в хроне, в селе, туда, куда Ярмак. Не Ермак, а Ярмак просил всех отправляться. Да, то есть, ну, вот такое будущее у человека. Ну ладно, второй случай. Интересно же. Входит гражданство Молдовы, ну думаю, блин, ну молдаван аж точно не будут трогать. Через несколько месяцев, вот буквально пару месяцев назад, его депортируют. Значит, после того, как его депортировали, проходит буквально 2 недели или месяц. Еще одного мастера выходит утром за хлебом, пакуют, сейчас он служит. Значит, вот последнее. Набираем людей в отдел продаж. Человек заполняет анкету, 25 лет. Сегодня, блядь, звоночек запаковали. Не сдерживает себя. Ну, то есть, заполняет анкету 25 лет. Запаковали. Как работать? Ебаный рот, блядь. Это жесть просто. Уже просто доходит до того, что вот, ну, я когда вот человек мне звонит, я ему сразу первый вопрос задаю, сколько вам лет? Когда он говорит, если ему 25+, я задаю вопрос, есть ли у него бронь или отсрочка. Вот, когда он говорит, что у меня есть отсрочка, я спрашиваю у него, по какой причине, потому что тоже, извините, если у него вообще, ну, гоплык со здоровьем, а у меня режим работы такой достаточно серьезный, но он не выдержит этого ритма. Зачем мне убивать человека и, ну, еще и не получать результаты? Мне это как бы неинтересно абсолютно. То есть тенденция идет к тому, что нужно набирать вообще людей там лет, там, не знаю, 20-21, чтобы у вас еще был зазор, блядь, на 4 года и как-то работать. И вот то тоже, блин, прикол, что люди, которые 25+, помимо того, что подвержены тому, что их, блядь, в любое время запакуют, так они еще работу, скорее всего, не могут найти. Потому что, ну, реально, я уже, блядь, за эти полгода, ну, отвечаю, я заебал. Обучаешь человека, хоть надо заново, а клиента не хочет, ну, клиента не поймет этой херни, ему похеру, ему нужно, чтобы отправили здесь и сейчас. И когда какие-то пишут, да, блядь, сейчас война в краине, а вы там бабки зарабатываете, блядь, иди попробуй, заработай. Извиняюсь за такое количество матов. Не, ну можно понять, конечно, бизнесмена. Ну, у него же, наверное, тоже какое-то важное стратегическое предприятие, правда? Критическая инфраструктура. Вот это вот как бы рынок труда вот с другого ракурса. С другого. То есть ты должен набирать человека в 20-21, чтобы у тебя был зазор до 25. Так и если с 18 примут. А к этому как бы идет все. Бангладешцы только спасут. Хотя вот, видите, молдаванина депортировали, хотя он обрадовался молдаванину. Ну, то есть, работать ты можешь только вот в этом пуле. В другом не получается. 1, 2, 3, 5, 10 всех пакуют. И то, что он хотел, этот человек, рассказать весело, рассказал так, как рассказал. Ну, вот понимаете? То есть, вот в таком положении. Это те, кто как бы жируют, деньги зарабатывают, бизнесы, да, там, ну, разные там, строительства какие-то там, установки, все равно как-то должна страна жить. Всех пакуют, брони у него нет на предприятии. Вот такой рынок труда. То, что всех пакуют, все уже, кстати, привыкли.
то тут даже мужик, причем такой 50 плюс, в ДТП попал, вызвал полицию. Проверили резерв плюс, скрутили. Как рецидивиста скрутили. Ви не трогайте його! Не трогайте його, я сказала! Значит, женщина вместе с ним ехала. Женщина и мужчина, два полицейские, да, проверили, пробили по базе, вызвал по ДТП мужчина, скажем, да, и, ну и начался движ-Париж, вот, понимаете, ужасный. Значит, его начали крутить, женщина пытается что-то сделать. Я вас розумію, не трогайте його, пожалуйста. Машини стоїмо. Мені куди стоїмо? Ростислав, ти чуєте? Що він зробив? Скажіть, що він нарушив? Що він нарушив? Давай я зараз вам поясню. Не треба нічого пояснювати. Ну вот, в принципе, не надо ничего объяснять. И, в общем, его повалили, так сказать, и, собственно, надели ему наручники, да, как видите. Ну, все нормально, нормальная практика. Ростислав, руки за спину. Какие вежливые. Ростислав, руки за спину, пожалуйста. Ростислав, Руки за спину. а чого ти? Стоп, все. Так, не підходьте. Спокойно. В смысле не Я підходить? сказала, не підходьте. Я Я чому? собаку випущу на вас. Не маєте права. Стоп. зараз Папа, чу, розговаривать. запусти руки, нормально все буде. Маєте право? Просто запусти руки, хай ти Ви двоє, а ви ставте вашого брата так заламують. Я тримаю. Чи чоловіка. Не буду я заспокаюватися. Що робиться? Що ви за... На 500 переписав. Щас стань. Ми зараз вас піднімемо. Максимально хотіли лояльно це все зробити. У нього машину, якась падлюка знесла, викликали поліцію, розказали йому, що в розшуку. Покажіть, будь ласка, де він в розшуку. Бодікамеру. Я вам зараз все покажу. Все фіксується на бодікамеру. Нічого Чинне страшного. законодавство ніхто не порушує. Я вам ще раз Як це ви поясню. заламали людину? Вдвох. Це не за... Ви не порушуєте? Дана особа намагалась втекти. Ви зараз серйозно? Значит, получается, он хотел убежать, поэтому все по закону. То есть у него ударили машину. Он оформляет ДТП, вызывает полицию. Те смотрят по нему, говорит, да ну его, ну вас такой-то матери, а те его, подожди, иди сюда. Хотел убежать, вот, в принципе, Куди? А він що, задержание. вбив когось? А ми ще це говоримо, що він це зробив? А що ви зробили? А що він зробив, що ви його це зараз заламали? Він намагався втекти. Куди? Давай Машину мені, свою давай. взяли. віддам. Так, Ростислав, зараз ми встаємо і йдемо транспортного засобу. Нас зрозуміли? Добре. Почули мене? Да. Піднімайся. Обережно. Піднімайтеся. в самому старті. Давайте я підніму його. Та ми вдвох Ми піднімемо. допоможемо, щоб вам було зручно, комфортно підніматися. Сумку. Мы поможем, чтобы вам было удобно и комфортно подниматься. Ну, я думаю, я не буду нічого, тому що Черкаське ОМЦК ТСП. И что? Так, давайте я можу ТЦК це Ну, який це такий заклад? цирк для Державний чи вас. не державний? ТЦК який заклад? В чем проблема? Позвонить ТЦК, хай приедут, выпишут ему повестку. У нас немає. Чого вас повноважень, А чого ви адвоката действуете как нічого на місці преступники? події. Вот я считаю, что вы не полиция. Який пиздец происходит? Все, давай. В чем проблема? Ну, Людина сама вас викликала розібратися. Понімаєте, що ви то зараз есть было робите? ДТП, а вы мужика крутите? Он не виноват. Він знаходиться в розшуку. А что вы не А ты что не в розшуку? Ты Кто еще ты не не в служишь, а ходишь, бегаешь, шнырик хреновый, блядь. Куда вы его забираете? Ну, вот такое отношение, да. То есть, мужик там, понятно, уже в возрасте. А что вы не в розыске? Ходите вот это вот, крутите мужиков, да, то есть, которого там ударили машину, он вызвал полицию, как бы защитить, чтобы его защитили. Ну, вот его посмотрели, о, наш клиент. И говорит, так вызывайте ТЦК, пускай выписывают повестку, там, ну, как-то что цивилизованно. Не, вот так вот. Ты же хотел убежать, поэтому мордой в пол тебя. Все по закону. Лайк, как говорится. Вот такой режим. Вот так это все выглядит изнутри. Черкасский ТЦК. Большой привет, Черкассы. Это тот ТЦК, где люди, ну, видите, они, конечно, несмотря на вот этот, ну, вы помните, да, когда задерживали как просто
Просто рецидивистов. Со спецназом задерживали мужиков, которые там шапку сбили, прогнали со двора, короче, своего группу оповещения. Как воров в законе их крепили, прям выбивали двери, тоже укладывали мордой в пол. Ну вот так это все выглядит. Вызвал на свою голову полицию из-за ДТП. Ой. Ну а для плебса, для массы, да, у нас вот есть другая история. А депутата Мазурашу, слуга народа, который там активно продвигает, ну, когда он активно продвигает, когда немножко там поутихнет или скажут тихо-тихо, ну, слуга народа, да, он немножко неактивно. И вот он сам попал на блокпосту, и его не узнали, что он депутат, и, собственно, показывает Резерв Плюс, говорит, а что это за подделка? Пройдемте на блокпосту. И случай на блокпосту у депутата. Він так придивився, каже, о, такого ще не бачу, каже, як ви це замутили? Так розсмішив, каже, як ви це замутили? Про що він думає на тому блокпості, то він прочитав відстрочка до завершення повноважень народного депутата України. Як ви це замутили? Как вы это замутили вообще? Отсрочка до окончания полномочий народного депутата Украины. Эх, смотрит мужик какой-то. Базураш он, не базураш. Как вы это замутили вообще? Смотрит какой-то этот автослесарь едет, например, на блокпосте. Ну а что, нормально, лицо что народное, он же слуга народа. На кого похож Базурашу? Напишите в комментариях. Вот обычный ТЦКшник его встретил. С роду веку не подумаешь, что депутат. Ну, раз какой-то дворник, да, судя по всему. Я кажу, взагалі-то, ну, не замутив, а обраний, працює. Ну, такие эксцессы бывают. Юмор, смешно. Ему смешно. У него до конца полномочий все нормально. А полномочия когда закончатся? Да когда военное положение закончится. Плюс еще там сколько-то там дней до новых выборов. Потом они там присягу рада. Нормально себя чувствует. Ну, он смешно говорит, как замутил, так это... Не поверил он в Резерв Плюс на блокпосту, что это депутат. Понимаете? Во-первых, их лицо никто не знает. Плевать им на этих депутатов. Это говорит о высокой, конечно, культуре в стране. А во-вторых, ну, простите, пожалуйста, да, то есть как-то замутил. Это что, можно прийти в ТЦК, дать деньги, чтобы тебя в Резерв Плюс вбили, что ты народный депутат, и ты всем показываешь, и о, пропускаешь, бронь. Новая схема брони. Мы напишем, что ты депутат до конца полномочий, которые никогда не заканчиваются. Вообще, конечно, страна катится в определенную пропасть. Пропасть очень тяжелую, и даже в плане вот вообще жизни в тылу. И речь тут не только о ТЦКшниках, а еще и о, ну, скажем так, военных. Я сегодня опубликовал пост, на русский язык перевел, то есть, кому интересно, в Телеграме почитайте. Это как боец там выложил свои награды, послужной список, говорит... Я военный, я герой, да, я пошел там после ранения в ТЦК, и, говорит, там, в общем, удаляйтесь, если кому-то не нравятся ТЦКшники, то есть такой агрессивный ТЦКшник, говорит, я не одену розовую форму, я эту форму там заслужил в вооруженных сил, и, в общем, такая публичная дискуссия вокруг этого поста, такая, ну, такой длинный пост, не хочу этому время уделять. Но то, что некоторые приходят и не в ТЦК работают, это факт. Некоторые около ТЦК работают. Некоторые называют ТЦК работа в системе рекрутинга. Ну вот случай произошел, когда напали на достаточно известного медийного азовца, который Маріуполь защищал. О Боже, оці двоє в масках побили чувака. Значит, побили чувака, мы этого чувака видели. Что за чувак? Это Корыневич. Вот он, так сказать, рассказывает, как народу надо мобилизовываться. Вроде как занимается рекрутингом после возвращения. Защищал Мариуполь. Ну, вот такой случай произошел.
А сегодняшняя история, когда экс-айдаровец, ну, ему там уже, он в возрасте уже, там даже 63 года писали, застрелил свою жену, я как понимаю, бывшую, а потом стрелился сам. Это было в Житомире, это сегодня об этом сообщили, вот приехали полицейские, там, понятно, эксперты, баллисты. Как видите, он не из рогатки по ней стрелял. Ну и вот машина Peugeot, это вот, собственно, да, вот возле этого все и произошло. То есть он сделал несколько выстрелов в нее, а потом наложил руки на себя из этого же оружия. Примечательно, что, как потом выяснили, опять-таки, Житомир.Инфо, местные издания, этот, ну, скажем так, экс-айдаровец, Филипчук, по-моему, фамилия, или как-то по-другому, в общем, ну, что-то похожее, они давно как бы разошлись с женой, а он ее преследовал, ну, как бы приставал, домахивался. А жена там обращалась в полицию, ну, к вот этим, которые не служат, а за порядком следят, которые мужика в Черкасах вот эти крутят, потому что у него ДТП произошло. И несколько раз обращалась. Ну, там, устраивал, наверное, что-то. Понятное дело, там, айдаровец, это он с 14 года воевал. Понятно, что уже там сложно все с головой, хотя по возрасту, у них разница такая большая в возрасте, там 60 с копейками, а ей там 36 или 38, ну, то есть лет 20 точно есть, 25, 23. Ну, кто скажет, люби все возрасты покорные, но потом он же прошедший через это все, видите, как бы не с рогаткой пришел. То есть, понятное дело, есть оружие, понятное дело, есть отбитый войной мозг. И она обращалась в полицию, говорит, защитите меня. То есть он там угрожает, он там еще чего-то делает. Понятное дело, что молодая женщина, она вполне вероятно уже там живет своей другой жизнью. У этого же, наверное, фантомные боли проснулись. И вот так вот проснулись. Ее, а потом себя. Но это не Ромео и Джульетта, это реальность жизни. Отбитые головы ПТСР. И вот такие трагедии, жуткие трагедии. Но давайте вернемся к полицейским. И ключевая фраза вот этой черкасской истории с ДТП и полицией: а чё ж вы не служите? Сегодня подобный вопрос и подобная претензия, да, к порядку, который сейчас как бы менты устраивают в тылу, возникают все острее. Черновцы. Захват храма ПЦУ. Святодуховский храм. Приехали тетушки, молодые ребята, они не мобилизационного возраста, все такие спортивные, на спортиках, такие костюмы у них. Они прошли, собственно, на территорию храма, зашли там в алтарь, засели в алтаре. Короче, захват. Да? Пришли священнослужители. Ну, я не буду страшные там кадры показывать. Понятно, там началась драка. Приехала полиция. И давай, так сказать, защищать. Собрались люди, прихожане. Черновцы. Ну, вы слышите, что кричат люди. Мусора гоньба, мусора позор. Они стали как бы по внутреннему периметру территории храма и держат решетку. Людей собралось очень много для того, чтобы как бы этот храм не забрали. Потому что вокруг этого храма конкретно, ну, прям целая история была. Его, понятно, по понятной схеме хотели рейдернуть, отобрать, но громада оказалась дружна, она большая, и они как вышли, прям как громада, по закону сказали: не-не-не, вот это вот мы все, мы хотим молиться в этой церкви. В Украинской православной церкви мы хотим молиться. Поэтому никаких переходов, никаких ПЦУ, спасибо, вот мы выбрали. Вам надо подтвердить выбор, они подтвердили свой выбор. То есть это действительно их выбор. Но тем не менее от процесса как бы вот этого рейдерства или там захвата для ПЦУ
это их не уберегло, и вот произошло то, что произошло. Полиция становится и не пускает их на территорию храма, держат забор. Значит, то, что в бутылках с водой, чем поливали полицейских, ну, есть там такая информация, ну, опять-таки, она не очень лицеприятная, ну, в общем, мочой поливали. Тоже об этом говорили, об этом заявляли, потому что это, конечно, был произвол. То есть забор сломали, забор они держали полицейским кордоном. Значит, одного из священников увезли в скорой помощи. В драке с вот этим молодняком. С молодняком. Сначала все было возле территории храма. Традиционно пели, молились и перекрывали движение, ну, чтобы привлечь внимание. Видите, сколько машин стали, они перекрывали дорогу. В драке там другой священник пострадал, там тоже много крови было, в общем. А эти на спортиках, они как бы отбивались, не пускали их на территорию. Но все-таки каким-то образом, потому что забор хлипкий, его поломали, такая масса людей с одной и с другой стороны. Полицейских очень много. Ну и прихожан просто было больше. И забор снесли в одной части, и верующие как бы попали на территорию храма. То есть вот так это все выглядит, да? То есть сколько бы ни было много полицейских, а их было очень много, храм все-таки не удалось захватить. Потому что после вот этого, ну, этих всех эксцессов все закончилось тем, что вот этих молодых людей, засевших в алтаре, там внутри, в самом здании храма, их полиция вынуждена была эвакуировать, потому что они начали там противиться, люди начали собираться. Был огромный гнев к полицейским, огромный гнев к вот этим приехавшим гастролерам. И вот так выглядела эвакуация. Закрывая глаза, ну, лица. Это прямой эфир из ТикТока, да, вот фрагмент отсюда. Друг за дружкой, гуськом, пригнувшись, как зачье, под конвоем, в 3 ряда полицейских с одной и с другой стороны. В касках, без касок, разных. То есть мужественные руки полицейских, сомкнувшись одной цепью, закрывали возможность пробежать вот этим пацанам, купленным храм захватывающим. Те прятали лица, бежали в автобусы, которые подогнали, когда поняли, что там не удержать осаду даже полиции. Дозвольте в сторону. Ну и, в общем, люди праздновали победу. Победили.
вот эту нечисть, представляете? Победили. Потому что добро, оно, конечно, там, как Шевчук пел, без кулаков трясло культяшками, но не в этом случае. Потому что их было много, там были и женщины, и мужчины, и постарше, и помоложе. Там были люди, которым было не плевать. И они все вместе сбились в кучу и не дали захватить храм. Но об отношении к полиции сложно и говорить. То есть, вместо того, чтобы защищать страну на фронте, как говорил министр МВД Клименко, пиарившийся на завалах, на развалинах после сегодняшней атаки, снимавший селфи себя, вот это вот все, они не обучены воевать. Они обучены вот что проводить. Эвакуацию преступников, пытавшихся отобрать храм. Грамотно же все сделали. Перекрыли, устроили коридор, стали цепью. Забор, правда, не удержали. Ну, забор, видимо, хлипкий был. Никто, когда делал этот забор, не рассчитывал на то, что он будет... Ну, это не крепость, это храм обычный в городе. То есть, вот в такой стране, получается, мы живем. Когда разбивают головы священникам, увозят на скорой. Но люди все-таки имеют еще пока. Это не безнадежно. Поэтому важно объединяться вокруг правильного и истинного. Вот вокруг церкви объединились. Они потом зашли в храм, помолились, потом... Ну, это уже просто... Ну, много будет оттуда видео. Там весь двор храма был в людях. Вышли батюшки, всех благословили, поблагодарили. Они все так, ну, кричали «Ура!», они радовались, что все вместе они смогли добиться чего-то. А вот это шакалье нет, потому что их меньше. Все равно тех, кого больше, те, кто на стороне правды, все равно не победят. Тех, кого меньше, и те, кто преступники, те, кто за деньги, те, кто за выгоду. Важный, конечно, сегодня еще один эпизод произошел. Выбрали Руслана Кравченко, генпрокурор. Ну вот, голосование как проголосовали. Ну, значит, слуги проголосовали. Проголосовали. Батьківщина проголосовала за життя. Ну, понятно, там майбахи, довиры. Новый генпрокурор. Теперь в нашей стране. Северодончанин, уроженец Луганской области. Был главой Киевской военной администрации областной. Потом руководил налоговой. Сам он к прокурорам имеет отношение. Там опыт был военного прокурора. 35 лет, самый молодой прокурор. Нормально. Карт-бланш. С точки зрения раскладов по Банковой, судя по всему, назначение не случайно. Мало пока аналитики, почему так. Ну, в общем, все прекрасно понимают, что это усиление Ермака конкретно. Хотя прошлый генпрокурор сказать, что не от Ермака тоже нельзя было, по большому счету. Но это очень важное сообщение, потому что это вот, во-первых, за него проголосовали, его утвердили. Оказия была в том, что, по идее, такую позицию, как генпрокурор, Зеленский должен был приехать в Раду и представить его сам. Но он представился сам. Потому что Зеленский по важным делам, он 2 миллиарда с лишним с Канады выбивает и обращается к Г7 или как Г6 повлиять на 7-го или 1-го, на Трампа. В общем, нужно 40 миллиардов, чтобы выстояли. Вот это все, что написано было непосредственно... Ну, вот это все, что было написано непосредственно у Зеленского вместо вечернего обращения. Ну, посмотрим. Это первый генпрокурор после убийства Портнова. Говорят, что от Татарова перекочевывает в другие руки, да, в руки
Ермака вот эта правоохранительная, судебная, прокурорская система. Чего ждать от этого прокурора 35-летнего, понять пока сложно, но, видимо, многие говорят, что это будет нацелено на Порошенко, ну, для продвижения его дел в госизмене или и других резонансных дел, связанных с депутатами, политиками, в том числе, возможно, задания, которые он дает, ну или как нарезает Зеленский, даже в Вене он говорил, что нужно экстрадировать там беглых, укравших и наворовавших. Не, их, конечно, нужно экстрадировать, если они нарушили закон, если они как бы должны отвечать все по закону, безусловно. К Баканову, правда, вопросов нет. Вот странно. Другу детства Зеленского. Ну и к ряду других фигурантов, которые засветились в тех или иных схемах. Но генпрокурор есть, как говорится, карты в руки. Завершим сегодняшний шум, ну, основную часть, вот эту большую, очень удивительным, ну вот как по мне, очень удивительным сообщением, которое разошлось сегодня. Мне кажется, в этом сообщении вся суть происходящего в стране. Вот вся. И разница между большим и маленьким, там, худым и толстым, блатным и нищим. На днях произошел в Дубае пожар в одном из небоскребов. Там оказалась квартира не кого-нибудь, а родни бывшего депутата местного одесского Натальи Голубенко. И вот она делится, так сказать, горем. Говорит, дочь пережила пожар в Дубае. Дом сгорел полностью. Она жива, это главное. Но все остальное исчезло. Одежда, документы, жилье, вещи. Ноль. Пустота. Если вы хотите помочь, любая поддержка сейчас важна. Карта. От мамы с любовью и верой. Спасибо каждому, кто рядом. Объявила сбор. Дочери в Дубае негде жить. А мне сегодня в колобок, куда мы катимся, написал парень, который сидит в Константиновке в подвале чужого дома, потому что в его попала ракета, и он хочет выехать. Говорит, никто не забирает. Тяжело с эвакуацией. И страшно. ТЦКшники. Потерял все. Спрашивал там какую-то помощи каких-то волонтеров, но в той зоне боевых действий это практически сейчас невозможно. Только по официальным каналам эвакуации, которые сразу тебя загребут в ТЦК и дальше, и он вот этого боится. Ну, делился своей историей. У него тоже ничего не осталось. Подвал, прилеты, тяжелейшая ситуация. Но дочке бывшей одесской депутатки любая помощь важна. И миллионам в этой стране, которые бежали от войны, не в Дубай, у которых тоже ничего не осталось и все сгорело. Такие разные мы, украинцы. Да, друзья, вот такой шум сегодня получился, как всегда, да. Ну, я сегодня, честно скажу, не настраивался на достаточно короткий шум, но тем не менее, всем благодарен за то, что смотрите, за то, что реагируете, за то, что пишете. Значит, в общем, приходят там новости, что, значит, закончилась за час встреча с командой в ситуационной комнате. Это передают CNN, мы видим. На территории США заметили самолеты радиационной разведки. То есть тоже очень интересный момент. Судя по всему, что все-таки ядерная угроза есть. И это действительно
Ну, такой показательный момент. Наверное, узнаем уже завтра, что решил Трамп, каким образом, да, вот он решил ли что-то, что ему сказали его подчиненные, будет ли вот эта Третья мировая война или все-таки обойдется. Но, тем не менее, ну, очень интересно. Спасибо большое, Игорь Стельмах, за то, что пришли, значит, на спонсорство. Спасибо большое всем за поддержку. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Кто капитулирует? Иран, Израиль, Украина? Или Трамп скажет, что это потрясающе? Ну, Трамп капитулирует, но скажет, что это потрясающе. Значит, 8% Израиль, 16% Иран, 31 за вот этот вариант с Трампом, что по сути он, но скажет, что все великолепно. Ну и Украина 45%. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо большое за то, что пишете, за то, что реагируете. Вот пишет там Шелест, молодец, спасибо за добрые слова. Кстати, не забывайте, доброе слово и кошке приятно. Хейта, говна в комментариях и всякого ужаса полным-полно и пруд-пруди. Но все-таки доброе слово все равно нужно, скажем так, нужно оставлять свои сообщения. Сергей Хромов пишет, пусть ждет русских. Так у него нет выхода, у этого парня, который об этом пишет. Понимаете? Просто нет выхода. По вопросам, да, дорогие друзья, значит, сейчас перейдем к вопросам. Значит, по поводу сирены сейчас в Хайфе, удар пошел иранский по Израилю. CBS News говорят, что все-таки есть вероятность, что присоединятся США к ударам по иранским ядерным объектам к Израилю. Ну, а вот Нью-Йорк Таймс пишет, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США, если США присоединятся к военной операции против Ирана. Интересно. Интересно, на самом деле интересно. То есть все закручивается очень опасным образом. Ну и вот здесь новость еще одна. Украинская делегация покинула форум European Youth Event, ну, молодежное мероприятие, которое проходил во французском Страсбурге. Почему покинули? Потому что выступила дочь российского политика Алексея Навального Дарья. По словам участниц украинской делегации, их не предупредили об участии Навальной на форуме. Об этом они узнали непосредственно во время ее выступления, на котором Навальная говорила о демократии, защите прав человека и свободе слова. Вот так вот. Теперь получается, с любыми русскими, даже родственниками Навального, на одном гектаре украинская делегация вот такого молодежного там ивента тоже, как говорится, не сядет. Ну и давайте скажем так, к вашим вопросам и пожеланиям. Александр, добрый вечер. Не могли бы выразить свое отношение к Израилю и Ирану? И если можно, какие причины, события послужили для формирования такого отношения? Смотрите, я не за тех, не за тех. Ну так, я против одних и против вторых. Но Израиль в этой связи действует наглее, безбашеннее. И я не разделяю мнение по поводу их самообороны. Не разделяю. Именно я не разделяю методы вот этой самообороны. После того, как сносили Газу с лица земли, уничтожали пейджерами Хизбаллу, после вот их действия, их силового блока, я не разделяю, что они адекватны тем угрозам, которые там, реальным угрозам, которые Израилю несут те или иные организации, движения, ну уж тем более страна Иран. Хотя там в Конституции мне скажут там красные флаги, уничтожение. Мне кажется, что вот это нападение, это как раз-таки
ну, как вот это вот, табаки вот эти, это как вот это очень, это нужно втянуть США просто, да, и обеспечить себе власти, это очень, очень негуманно и кощунственно. Мне, то есть я не на стороне Ирана, я против действий Израиля по отношению, ну, вообще против их военных действий, да, как они себя ведут. Поэтому вот такое. Сказать, что Иран молодцы, нет, ни в коем случае. Понятно, что режим, ну, скажем так, своеобразен, опасен. Понятно, что у них, наверное, не должно было быть ядерного оружия, но мне кажется, что если бы их не бомбили, а поманили калачом, то не было бы никакого ядерного оружия, да, у Ирана. Хотя, если честно, так вот положа руку на сердце, по моим таким и по косвенным разведпризнакам, которые я считываю, мне кажется, что и у Ирана, и у Израиля есть ядерное оружие. И мы сейчас просто на пороге больших потрясений, если условно США вступаются, как пишут сейчас там CBS, вот в эти минуты, если США влетают, так сказать, в эту войну, в это противостояние, Иран бьет по базам, США тоже начинает там лупить, ну тогда у Ирана не остается выхода, кроме как, если верить Wall Street Journal, прикрутить этот детонатор и шандарахнуть. Ну тут уже куда? По Израилю. А там уже все равно. Тут главное вот просто спусковой крючок. И не верьте всем тем, говорят, что вот там маленькая ядерная война, там никому не помешает, ну там тактическим, через 3 месяца можно жить. Это изменит ход истории. Вот эта война. Потому что те ударят, а эти ударят в ответ, и это изменит ход истории. Когда была применена бомба американцами на том этапе развития технологий человечества и стран, это тоже изменило ход истории Японии, понятно. Но это не имело бы таких последствий. А вот сейчас это изменит ход истории. И вот эти гиганты условные, ну, имеется в виду США, Россия, Китай, там, у кого там много боеголовок, да, там понятно, что в клубе в ядерном бриты и французы, они просто сядут со своими боеголовками, вот так вот их обнимут и будут смотреть, как там Иран, Израиль, там Пакистан, как начнется вот это месилово. А ведь есть же еще такие функции, как удар боеголовкой ядерной под чужим флагом. Об этом тоже не стоит забывать, потому что характер войны изменился, он очень и очень диверсионный. Поэтому это просто мир покатится в бездну. И получается, что этими ударами, да, а не другими средствами, вот это к этому придет. Но это мое мнение личное, сугубо частное. То есть вы можете со мной не соглашаться. Почему людей за здравый смысл зовут ухилянтами? Спрашивает Kill Real. Ну, они же уклоняются от навязыванных мыслей, поэтому ухилянты. Когда уже все закончится, и что будет с Зеленским в итоге, ваше мнение? Заранее спасибо. Сложно сказать, что будет с Зеленским. Но кто-то говорит, что у него ждет там великое будущее большого политика после всего. Кто-то говорит, политика в изгнании, кто-то еще какого-то. Мне кажется, что все может обернуться очень и очень... Ну вот не зря его же так берегут. Знают о массированных ударах и придумывают какие-то очень суперважные визиты в какие-то страны. ЮАР, Австрия. Ну, опять-таки, надо же лететь в Канаду, это же очень важно. Не зря его так берегут. Ну, посмотрим. То есть, это военное дело. И вон, смотрите, Иран, Израиль. Четко выходит Нетаньяху, говорит, убьем Аятоллу. Трамп говорит, не убьем. Давай договаривайся. Тут об этом речи нет. Ну, понятное дело, там что-то покушение на Путина, но это все как какая-то беллетристика, да, там. Или сколько там тут покушений на Зеленского? 12 или сколько там? 7? Я уже сбился со счета. Да, он и сам сбился. Значит, спасибо большое, спасибо за то, что благодарите. Мерц сегодня сказал, что Германия устала страдать от терроризма Ирана. О чем этот крендель говорит? А хрен его знает, Игнатьев. Я не знаю, тем более как, простите, пожалуйста, Мерц страдает от терроризма Ирана. Кого терроризирует Иран? Это сложно сказать. Вот, понимаете, это короткий ответ. Это подлизывание Трампа. Ну, вы же видели Стармера, как он нагнулся буквой «Г», поднял эти бумажки. И Мерц, как вот это, трусил своей вот этой
плешью из волос вот это вот, да, мы тоже как США, мы за США, мы вот тоже, Израиль делает грязную работу. Это все подыгрывание Трампу. Йеменские хуситы вмешаются, конфликт в Израиле и Ирана, чтобы поддержать Иран. Да, вмешаются обязательно. Тут начнется заруба всех на всех по полной, поэтому, ну, как бы, это очень тяжелая история. Будет наземная операция или тактическая по Ирану, мое предположение. И хорошее предположение, вполне вероятно, да. Спасибо, что поделились своим предположением. Радж Жоган. Будет наземная операция совместно с США или тактический удар по Ирану. Тактический удар по Ирану тоже ничего не решит. Я тоже хочу, чтобы вы ошибались, и вы хотите, чтобы вы ошибались. Наземная операция тоже ничего не решит. Только наоборот, быстрее вкрутят детонатор. Или повзаимствуют у Пакистана, или там у России тайно. За любые деньги, если только там Израиль чмыхнет каким-нибудь ядерным оружием, Израиль сотрут с лица земли. Иранские ракеты, в том числе и ядерные. Ну, в конце концов, понимаете, не только у одного там, ну, у наших каких-то оторванных возникают идеи, давайте купим ядерную бомбу или там создадим грязную бомбу, там, или воссоздадим ядерное оружие, там политолог Давыдюк говорил. Ну, не только, да, там же люди, у них менталитет другой у перцев, они будут мстить. Персы очень мстительный народ. И когда нам рассказывают против аятоллы, против там бунт, светский Иран. Иран-то, может, и был светский когда-то, да, и дружил с Израилем. Это был такой период в истории. Но они очень мстительны. Персы — это мстительный народ. Ну, так, в корнях, в традициях. И они будут мстить серьезно, если только что-то из этого произойдет. Ну а по поводу сухопутной операции Трамп не пойдет. Израиль его не хватит, а Трамп не пойдет, потому что тогда Трампу просто, ну, сливайте воду. Американцы его сожрут изнутри, ей-богу. Китай или Россия включится? Прокси-сила включится. Да-да, пенный шелест волн прибрежных, моя фишка. Ну да. Так, значит, Александр Борисович, как думаете, что будет с Европой после конфликта в Украине? Ведь Трамп с ним дел иметь, беженцы из Украины валом пойдут в Европу. Неужели ЕС распадется или очень сильно изменится? Ой, будущее Европы — это длинный разговор, на самом деле, Рамазан. Ну, смотря чем закончится. Вот, понимаете, тут тоже ключ какой. Значит, вот, кстати, да, кстати, подождите, да, вот, смотря чем. Может так случиться, что украинцы захотят вернуться в Украину при определенных обстоятельствах. Оставим интригу, почему. Значит, вот прям во время нашего прямого эфира, сейчас, одну секундочку, по поводу парня из Константиновки, пишет... Да, предлагают помощь. Видите, как хорошо, что мы в прямом эфире, что... Да. Значит, пользователь Борис написал о том, что есть конкретный там человек, который может помочь выехать. Спасибо большое, может, вытащим парня. Но опять-таки, у него дилемма большая у этого парня, потому что... У этого парня большая дилемма, потому что все-таки он без жилья, и с одной стороны в подвале соседнем живет, есть там родственники в эвакуации, но боится, конечно, чтобы не отправили в ТЦК, да, или куда-то не завезли. Но я думаю, что, может, не завезут, может, все-таки спасем парня. Вот так вот в прямом эфире, да, среди людей, которые вот по-настоящему не безразличны, даже несмотря на поздний вечер. Друзья, всем большое спасибо. И достаточно насыщенный, объемный шум, и тревожный, и вроде как с надеждой. Благодарю вас всех за то, что пишете. Пишите в комментариях по поводу того, что сегодня осветили.
Берегите себя и друг друга. Извините, что короткая сессия вопросов и ответов. Как говорится, ничего страшного. Исправимся. В следующий раз просто переваливает уже на следующие сутки. Они будут очень интересными. Добра и света, несмотря ни на что. Всем всего самого доброго. И берегите себя и друг друга. До скорого. Хорошо.